Ладно, поехали. Всем привет, ребят. Я очень хотела поздороваться в камеру, но из-за света я не вижу, куда смотреть, а вот теперь вижу. Так что, скорее всего, это был первый и последний зрительный контакт. Ам, что поделать? Потому что мне будет не очень удобно отвлекаться. Говорю это потому, что сегодняшняя тема вообще не очень простая. И я думаю, что это та информация, которую много кто хотел бы услышать от более близких людей. Но что поделать, позвольте мне взять здесь на себя эту ответственность. Немножко пафосно получилось такое вступление, но как получилось, ладно. Примерно год назад, чуть меньше года, в своей группе я обращалась к подписчикам, чтобы они написали о своих проблемах, с которыми они сталкиваются в сфере. Мы будем говорить именно в разрезе о 3D-художниках, но, посмотрев свои наработки по этому разговорному видео, которое я хотела записать еще тогда, я понимаю, что это подходит не только для 3D-шников, это подходит, в принципе, для любой профессии, для любого человека, для всех, кто сталкивается с некими трудностями. И я бы хотела сегодня снова поговорить об этом, потому что одна из причин, по которым я решила об этом поговорить, кроется в том, что после стрима у Тимарта, где-то там сейчас будет подсказка, не знаю, где-то будет подсказка, короче, куда можно будет перейти. В общем, после этого стрима мне стали писать люди и спрашивать, а есть ли какие-то еще материалы на эту тему, потому что это было очень полезно, и они были рады услышать что-то такое, в общем-то, что я там и рассказала. Там был стрим пополам о ментальном здоровье и о чем-то полезном о 3D. Сегодня будет полностью посвящено... Я здесь писала, что будет что-то полезное по 3D-шке. Я придумала. Я не хочу ничего здесь смешивать. Будем говорить чисто о здоровье вашей головы. Итак, давайте потихонечку переходить. Еще одна очень важная вещь, которую я сразу хочу сказать, это дисклеймер. Если вас триггерит мат, пожалуйста, сразу же выключайте это видео, потому что я не исключаю его использование. Мне так проще, мне так комфортнее. Я так доношу свои мысли, и все. Поэтому, если вас триггерит, давайте сразу на этом, чтобы не было потом никаких разборок и претензий, потому что часто с этим сталкиваюсь. Если вам хочется, мне здесь рассказать, как мне нужно излагать свои мысли, то это повод подумать вам, почему вы здесь берете на себя эту ответственность. Решить за меня, как мне комфортнее. Вот, начнем с этого. И, собственно, дисклеймер закончен. Я бы хотела показать вам, надеюсь, что многие из тех, кто здесь оставляли комментарии, спустя год дождались, и, я тогда была не готова осветить эту тему, посмотрев все, что я подготовила этот стрим, я полностью подготовила материал, и сегодня я просто открыла и очень компульсивно и спонтанно решила все-таки записать это видео. Может быть, я так прокрастинирую, а может быть и нет. Может быть, я правда теперь готова поговорить об этом. В общем, здесь, по-моему, порядка 50 комментариев от людей. Я имею в виду именно формулировка проблемы. Нет, чуть меньше. Здесь будет поменьше. В любом случае, каждый комментарий я забрала себе в PureRef и буду проходиться по каждому из них. Это мы будем делать после, так сказать, базиса, который я хочу рассказать о том, как вообще мое мнение на то, как можно чувствовать себя в мире художников. И как вам, может, было бы более комфортно и расслабленно чувствовать себя в этом мире. Может быть, здесь и правда речь не только про художников, это очень актуально для многих. Будем рассматривать на примере 3D-шников. Я думаю, ничего такого. И, в общем-то, первое, с чего мы начинаем, это мы убираем ожидания, расслабляемся.
потому что не существует никаких универсальных советов, каких-то очень конкретных шагов, подходящих ко всем. Все это прекрасно понимают, но я хочу просто напомнить, закреплю это себе сверху окошко, и я буду таскать себе с другого монитора, поэтому вы будете иногда видеть мои метания. И я буду из подготовленных материалов забирать себе тезисы и говорить с ними, говорить с вами о них. Итак, мы убираем ожидания от всего, чего бы хотелось здесь услышать, решение проблем, решение, допустим, как справиться со сменой работы, как вообще не бояться начать заниматься 3D, как перестать подвергаться, допустим, обесцениванию со стороны окружающих, подвергаться невере в вас и что-то такое. Там будет очень много проблем затронуто. Будем говорить очень подробно о каждой. Что бы я еще хотела сказать? Помимо ожиданий, я бы, наверное, хотела попросить вас еще и попробовать впитать точку зрения так, если бы с той позиции, если бы это правда могло помочь. Потому что какие-то вещи могут прозвучать очень бредово, они могут казаться невозможными или очень сложными, или типа такими, да, блядь, ну я же знаю, что это все так, ну да, а как это сделать? В общем-то, вся эта телега, которая сегодня будет развернута, она будет посвящена именно этому, как же это сделать. Если на стриме я говорила о выгорании, в первый год особенно, о том, как не бросить все, про правила отдыха, про правила постановки целей, про дружбу с собой, то сегодня мы будем больше разговаривать, наверное, о вообще становлении себя как художника, потому что все-таки у нас в нашей сфере, как и в любой сфере, которая связана с творчеством, очень много неопределенности. И именно она так сильно бьет по стабильности в голове и в вашей уверенности в действиях в своих. И, в общем, нет у нас какого-то конкретного измерения для нашей крутости и успешности, поэтому, кроме заработка, но, в других сферах это, допустим, наиболее понятно. Есть какие-то должности, есть уровень зарплаты, есть там престижность, членство в каких-нибудь там слоях общества и всякое такое, то у нас, у художников, все настолько относительно, что это очень сложно в этом ориентироваться и находить себя в этом всем. Поэтому попробуем сегодня немножечко с этим покопаться. И, в общем-то, просто я желаю вам приятно провести время в такой очень непростой в непростой информации. Это будет, может быть, местами неприятно, скорее всего, неприятно. Ну, а что поделать? Это нужно, это необходимо. Значит, начинаем мы... У меня нет какого-то очень структурированного порядка, я бы просто рассказала вам о вещах, о которых хочу рассказать и обратить ваше внимание. Первая вещь об относительности успеха. Опять же, про неопределенность в нашей сфере. Для кого-то успех — это сделать свою первую 3D-модель. Вообще не важно, какого качества абсолютно. Для кого-то успех — это стать, допустим, художником в Blizzard. Когда он стал художником в Blizzard, возможно, он такой, типа, теперь надо куда-то дальше, а потом еще дальше, и ты пытаешься строить эти бесконечные планы, и это бесконечная гонка, и все равно это все не будет считаться успехом для конкретного человека. Поэтому все мы очень разные, и нельзя сказать, что кто-то успешнее. Он может быть успешнее лишь по вашим меркам, но откуда вы знаете, какой путь он прошел? Я сейчас достану как раз-таки картинку про это, которую я очень люблю, и хочу вам вот это показать, что объем работы, который вы видите, и объем реальной работы, и это абсолютная правда. Я думаю, что любой человек, который провел в 3D или в 2D или в любой творческой сфере,
больше года он начинает понимать реальный объем, который ему предстоит, объем информации, который ему предстоит впитать, обработать. То есть получить информацию, осознать ее, обработать, затем применить, и тем самым это станет его знаниями. Поэтому вот этот объем работы реально огромен. Для кого-то этот треугольник, кусочек айсберга может быть гораздо ближе к основанию этой пирамиды, если мы будем так выражаться. И вот как раз-таки, когда человек делает одну свою первую 3D-модель, он уже счастлив и считает себя там, типа, профессионалом. И, допустим, такие варианты тоже бывают. Я с этим сталкивалась, и это просто есть. Это просто нужно принимать во внимание, что невозможно быть успешным относительно всех. Здесь самое главное, наверное, это научиться адекватно оценивать себя как специалиста, да и все. В принципе, как специалист вы можете себя измерить. И как раз-таки в самом конце, наверное, я буду говорить о том, кто же такой художник по персонажам. Ну, потому что очень конкретная сфера — это именно уже моя ниша, о которой я могу очень подробно рассказать в силу своей компетенции. И вот там-то будет уже какие-то более измеримые критерии, которые вас могут охарактеризовать как специалиста. Все остальное, успешный успех, типа он крутой, я нет, у него получается круче, чем у меня, это все очень-очень притянутые за уши, не имеющие ничего близко к реальности установки, фразы, слова, не знаю, как вам угодно. Это все не имеет реального веса, я вам хочу сказать именно это. Потому что никто никогда не может знать, какой путь был пройден человеком для его успешности, даже если он там очень много рассказывает. Да мы все понимаем, что это, надо пахать. И в любой сфере надо пахать, чтобы стать профессионалом. Просто как будто бы в творчестве почему-то я заметила, что есть небольшая доля обесценивания труда. Типа, если ты талантливый, значит, все круто. Если есть талант, а я считаю, что это ближе к предрасположенности, то это бесполезно, если вы ее не развиваете. Допустим, у кого-то может просто склад ума больше подходить под конкретную задачу. На этом все. Все остальное — это просто систематический труд. Поэтому успех вы можете измерять только сами. Если вы становитесь лучше, чем вы месяц назад, чем вы год назад, чем вы день назад, это и есть уже очень хороший и уверенный критерий успеха. Если вам так важно измерять вообще себя успехом, потому что хер его знает, почему это настолько вообще у нас не романтизировано, а это настолько является нормой быть успешным и все прочее, потому что мер успеха дохера, людей дохера, путей дохера, и это все настолько вариативно, что невозможно вывести какой-то один успех. Если для вас успех — это деньги, только тогда вы можете как-то себя померить, если хотите. Так что я бы вот про успех сказала как-то вот так. Далее. Реклама легкого входа в 3D. Все мы видели разные рекламные кампании, которые нам говорят о том, что научу за один вечер, станьте специалистом там за 3 дня, научу бесплатно, нужны помощники, не справляюсь, куча заказов, мне надо помощь, поэтому обучу сам, отдам вам заказы и все прочее. Это так легко? Нет, нелегко. И эта штука, вот эта реклама легкого входа, это настолько деструктивная вещь, которая не только мешает вам далее прилагать усилия, она вообще обесценивает какую-то профессию как цель вообще, мне кажется. Типа, если ты такое видишь, допустим, новичок, который никогда с этим не связан не был, видит, за 3 дня научу тебя быть специалистом. И он такой, тогда получается 3D это просто. Потом он начинает этому обучаться, понимая, что, сталкиваясь с реальными какими-то процессами, он понимает, что это ни черта не легко, особенно если мы говорим не о моделировании, а, допустим, о геймдеве.
Там не только моделирование есть, там куча всего. И вот, значит, он такой сталкивается и думает, блин, типа, чё, это со мной проблемы какие-то, может быть? Мне же сказали, что это просто, что там можешь за 3 дня войти, а у меня что-то ничего не получается. Там, не знаю, я даже с навигацией не могу справиться, допустим, за 3 дня. И что мне теперь делать? Типа, все, я лох? И у человека, допустим, с нестабильной самооценкой реально вот это какой-то нормальный такой обыденный, не нормальный, а обыденный порядок мыслей в голове, с которым он начинает сталкиваться. Естественно, это все мешает обучению, это мешает получению знаний, впитыванию. На это тратится очень много моральных сил. И от этого никуда не деться. Поэтому я считаю, что вот эти штуки, как показать, вот эти вот рекламы легкого входа, это ужасные штуки, очень сильно мешающие, обесценивающие и меняющие вообще процесс обучения человека, потому что он сразу думает, что это все просто. А с ним что-то не так, если что-то не получается. Далее. Собственно, то, о чем я рассказала, что 3D — это не просто совершенно, я не знаю, как описать это. Наверное, на это понадобится еще одно какое-то очень большое видео, типа, что я вкладываю вообще в профессию 3D-художника. Но пока что, поверьте мне на слово, это непросто. Это правда требует невероятной усидчивости, вовлеченности, концентрации внимания. Это требует шевеления мозгов. Это требует нейропластичности. Вы не будете усваивать какой-то материал, если у вас не хватает на это пластичности мозга. Ее нужно поддерживать с возрастом особенно. И, это все невероятно важные вещи. И я сейчас не затрагиваю вообще технические части, которые тоже надо освоить, а только лишь человеческие факторы, которые нужны для того, чтобы стать, давайте говорить, профессионалом, да? Типа все хотят стать профессионалом. Поэтому будем как-то на это опираться. Для меня профессионал — это по 10 тысяч часов на каждую из составляющих в схеме, которую я буду в конце показывать. В общем, все мы знаем правило 10 тысяч часов. Типа, если ты 10 тысяч часов потратил на какое-то время, то ты стал профиком. Я бы сказала, что кому-то этого не хватит, а кому-то будет много. Потому что все люди разные, у всех разные процессы, разные склонности. И, в общем-то, это все очень индивидуально, но то, что потребуется дохера времени, то, что потребуется регулярность, усидчивость и желание-любовь к этому, это определенно точно. Про мотивацию, кстати, не говорю, потому что это позже обсудим. Значит, вторичные выгоды. Вторичные выгоды можно посмотреть в нескольких направлениях. И давайте начнем с того, какие вторичные выгоды есть у того, чтобы не быть профессионалом. То есть не то, чтобы даже не быть профессионалом, а им не становиться. Это когда человек, допустим, саботирует себя. Например, я сижу, учу какой-то там, допустим, смотрю урок на Ютубе, он длится 50 минут, и я чувствую, что мне прям, как-то, лень, что-то я не хочу. Я знаю, что урок очень классный, он мне так нужен, но получается так, что если я этот урок не посмотрю, то я останусь на своем уровне. И вы можете подумать, типа, и чё, блядь, и чё в этом хорошего? Но наша психика может работать так, что она может защищать нас от перемен. А успех, не хочу это слово, хорошо, развитие — это потенциальная угроза для стабильности нашей психики, потому что придется выходить из привычек, придется как-то обживаться со своими новыми возможностями, придется использовать их, придется предъявляться ими, и это все делает человека более уязвимым, потому что там, где новое, там нам грозит оценка. Так вот, вторичная выгода в том, чтобы не становиться профессионалом, это страх оценки. Немножко не так сформировала. В общем, вторичная выгода — это оставаться в своем привычном уровне и не получать каких-то рисков с этого, рисков быть оцененным, рисков ошибиться, рисков, что что-то не получится, разочароваться в себе.
И очень-очень много подобных вещей, с которыми мы сталкиваемся, если ничего не делаем. Точнее, наоборот, если мы делаем, то мы с ними сталкиваемся. Если мы развиваемся, если мы вкладываем в это силы, время, нам приходится выходить на новый уровень, получать новую, более крутую работу, достигать каких-то успехов. Так что реально подумайте, есть ли у вас вторичные выгоды в том, чтобы не становиться профессионалом. Может быть, вам страшно оказаться тем самым успешным человеком, который, смог. Вы представляете, сколько в этом вообще человек, который смог стать профессионалом? Сколько в этом лежит, я чувствую прям заряд какой-то силы в этом всем. Может быть, даже власти над собой, потому что это куча дисциплины, это куча времени, куча потраченных сил, ресурсов, энергии. Сколько всего человек приложил для того, чтобы развить себя. И это правда очень заслуживает уважения, восхищения, заслуживает того, чтобы на него начинали равняться как-то. И это же очень круто, это очень восхищает. Но мы все знаем своих кумиров, когда мы заходим в какую-то сферу, допустим, там, у меня, как у 3D-шника, естественно, тоже есть свои кумиры. И меня всегда до мурашек практически восторгают их работы, их, может быть, интервью. Я смотрю на них как вот просто вау, боже, хочу так же. И вот это так восхищает, а представьте, что если этим человеком становитесь вы. И вот здесь вот вам страшно или вам очень круто. И если вам страшно, то, возможно, у вас есть вторичные выгоды. Спойлер, я буду очень много говорить про терапию. И если вы столкнулись с тем, что вы чувствуете, что вам страшно добиться успеха, но вам при этом очень хотелось бы этого, я очень советую обратиться за помощью к специалисту, к психологу, потому что это такие вещи, которые вы не сможете, скорее всего, обойти самостоятельно. Осознание их очень помогает. Но чаще всего наша психика блокирует, у нас появляются такие слепые зоны, и мы не можем сами с ними разобраться. Поэтому помощь специалиста здесь очень помогает. Она помогает разобраться, почему у вас работают эти защиты, и выйти из них. Либо научиться как-то с ними работать, адаптироваться, жить и как угодно. Но, в общем, мой совет очень часто будет звучать, как идите в терапию. Если вы хотите. Только если вы хотите. Если вы не хотите, это бесполезно. Идем далее. Следующий момент, про который я хочу поговорить, это про то, что слона нужно есть по кусочкам. Может быть, вы слышали такую штуку, как съесть слона? Это когда перед вами стоит какая-то очень большая задача, например, сделать какого-то очень сложного персонажа, или, например, сменить работу, или любой другой эквивалент какой-то очень сложно объемной задачи. И это звучит как мне съесть слона? И ответ по кусочкам. Вам нужно взять вилку с ножом, сделать маленький надрез, кусочек. Очень жестоко звучит, но это все метафора. Вам нужно разложить вашу очень большую задачу на кучу маленьких шагов, которые вас будут приближать к выполнению этой задачи. Если это персонаж, продумайте на бумаге пункты действия. Прям можете прописать, можете прогнать в голове это несколько десятков раз. Обычно у меня начинается это гонение в голове, когда я, допустим, участвую в конкурсе, как сейчас, и перед сном ты начинаешь думать, продумывать последовательность шагов, которые нужно сделать, чтобы сделать определенную деталь, часть или, не знаю, что угодно. Вы должны выстроить себе план, состоящий из небольших маленьких шажков, ступеней, как хотите, как вам удобно. Не всегда это ступени, которые должны начинаться с чего-то очень простого, потом к сложному. Это просто куски. У вас будут более сложные куски, более легкие куски. Смотрите, как вам комфортнее, в зависимости от вашего состояния, браться за какой уровень сложности этого куска. И, собственно, как же вы, может быть, спросите с этим всем справляться, потому что задача огромная, шагов много. Что делать, хер его знает. И, в общем-то, один из моих ответов на это быть себе другом. Я не перестану про это говорить, про то, что дружить с собой в первую очередь необходимо. Сформулировала криво. Дружить именно с собой, не с кем-то, не заводить друзей для этого, а именно с собой. Вы должны стать тем человеком, кто относится бережно к самому себе. И тогда
вам правда станет легче добиваться каких-то вещей, вам станет легче пробиваться через сложности. Когда у вас будет нехватка сил, вы сможете себе сказать: блин, я знаю, что ты очень много всего делаешь сейчас. Ты огромный молодец, пожалуйста, не забывай про путь, который мы сейчас прошли. Мы, это я там имею в виду, когда сам с собой разговариваешь. Я очень благодарен себе за то, что я делаю. И, может быть, если вам важно как-то, правда, физически себя поблагодарить, если вы знаете какие-то свои любимые вкусняшки, любимый фильм, пойти прогуляться, заняться спортом, сходить в любимое место, встретиться с друзьями, сделайте то, что вам нравится, если вы чувствуете, что вам не хватает сил. Это один из таких, один из методов, как можно быть себе другом. Благодарить себя в первую очередь и ценить себя, ценить свои усилия, прислушиваться к себе. И вот быть бережным к себе — это очень важно, ну правда. Потому что самобичевание помогает первый годик, может быть, 2. Потом вы начинаете тупо выгорать. Вы начинаете сгорать от того, что этот внутренний критик, я потом попозже о нем подробно расскажу, кто это такой, от того, что ваш внутренний критик будет просто очень часто выходить на свет, так сказать, если мы говорим про разные личности, разные роли, которые живут внутри нас. Этот критик будет выходить и бичевать вас. И кажется, что, типа, когда я себя кнутом подгоню, то я же сделаю, но потом-то будет адски херово. Вы будете чувствовать себя очень плохо, потому что это было под гнетом вот этой вот плетки проклятой, какого-то бичевания, насилия над собой. А если чаще всего, вот реально, если вы сможете про это вспомнить, попробуйте такую штуку. В следующий раз, когда вы будете винить себя за что-то, ваш критик будет говорить внутри, типа: блин, ты опять ни хрена не делаешь, вот что ты лежишь, что ты прохлаждаешься, надо бы уже встать и сесть за компьютер и начать 3D-шить, что ты ни хрена не делаешь. Попробуйте в этот момент включить ему оппозицию. А что я на самом деле сейчас хочу сделать? А что я сегодня уже сделал? А может быть, у меня было просто какое-то огромное количество задач на этой неделе или в этом месяце, а может быть, я очень сильно устал, и я сейчас реально хочу просто полежать, я хочу отдохнуть. И когда вы поймете это, а еще потом разрешите себе это, вы разрешите себе просто отдохнуть, сил на то, чтобы делать что-либо, будет гораздо больше, потому что вы тратите огромное количество моральных сил, которые выматывают вас точно так же, как и физическая усталость, на вот эти сдерживающие факторы, типа борьба с собой, насилие над собой, вот это подгонение, вечная гонка за успехом, это все очень сильно выматывает. И когда вы станете себе другом, вас перестанут беспокоить эти вещи, вы станете отдыхать и морально в том числе, не только физически, а еще и морально. И это реально поможет. Вот честное слово, когда хотя бы понимаешь, это когда включается эта защитная сторона, уже испытываешь такое: о, как хорошо. А потом такой типа: блин, реально, может попробовать отдохнуть. У меня была та же самая проблема. Я гналась вот под вот этим кнутом критика 2 года ежедневно. И потом у меня тоже была проблема с тем, что я не могла отдыхать. Мне казалось, что если я один вечер не потрачу на 3D, я проебу всю карьеру. Абсолютно всю. Реально, я была абсолютно в этом уверена. 1 день отдыха, все, пизда. Поэтому 2,5 года я... За 2,5 года обучения с 2018 года у меня было примерно 10 дней без 3D. Имею в виду без подхождения к компьютеру именно. То есть в голове я все равно занималась тем, что анализировала, думала, какие курсы подпройти, что мне сейчас сделать, а что мне сейчас лучше будет, как мне можно еще больше систематизировать свои знания, что мне будет сейчас полезнее, и вот это вот вся кутерьма. Но только 10 дней за 2,5 года у меня были без кликанья, физического. И как бы обострение депрессии, проблемы со здоровьем очень критические, такие, что невозможно было уже сидеть за компьютером. Естественно, это все пришло в мою жизнь, и я такая: ну ладно, не получается так, надо что-то по-другому. Где-то в тот момент я пошла в терапию, и все равно
В терапии я работала не над этим, а у меня были другие более важные задачи. И потом потихонечку, когда в терапии я побочно начала учиться дружить с собой, как-то признавать свои, допустим, слабые стороны, признавать свои потребности, свою усталость, свою, как это, невозможность быть на 100% эффективной всегда. Вот тогда я начала дружить с собой, и я помню тот самый первый раз, когда я решила отдохнуть. Обычно весь мой день проходил так, что я часов там 8, 10, 11 сидела за компом 3D-шила, и потом я уже просто без сил сваливалась и, допустим, смотрела кино. И был какой-то день, когда мне пришлось уйти из дома, там, какие-то дела были вне дома, часов на 6-7, и я возвращаюсь вечером домой и думаю, ну все, сейчас сяду по 3D-шить. А понимаешь, что я адски уставшая. И я думаю, ладно, 15 минут посмотрю кино, просто полежу. Я ложусь, включаю киношку, и вот так вот в позе кокона прям вот лежу, вся зажалась, так, типа, блядь, сейчас внутренний критик придет и начнет мне мозг делать, что, типа, я опять отдыхаю. Он пришел, естественно, типа, ну все, давай, иди, короче, хватит прохлаждаться, давай, пошли заниматься, типа, пора, а то ты, вон, посмотри, бестолочь какая, ни хрена не умеешь. Вот это, кстати, глобализация, если у вас есть какая-то глобализация в голове, это очень-очень яркий критерий того, что это говорит критик. Он обесценивает абсолютно все, не какую-то конкретную вашу часть, вас сейчас или вас вчера, он обесценивает вообще все, поэтому будьте внимательны. И вот я лежу вот так вот, зажавшись, и в голове думаю, ну, господи, ну, может быть, я просто попробую отдохнуть. Ну, если не понравится, я всегда могу продолжить херачить. Как бы я так с собой договорилась. И я такая думаю, ну, блин, я просто попробую. Ну, может быть, если я из-за того, что сейчас посмотрю кино, потеряю всю карьеру, ладно, насрать, пусть так оно и будет. Все, не могу по-другому, просто не могу, я устала. Я посмотрела это сраное кино, я лежала с сжавшейся жопой вот так вот просто, реально, я лежала в таком коконе, в позе ребенка. Мне было очень плохо и очень страшно, что прямо сейчас вся моя карьера уходит, у меня утекает просто из моего будущего, все мои варианты просто растворяются. Я посмотрела это кино, просто была выжата как лимон, еще и морально, потому что я все эти там 2,5 часа лежала и думала, что, блядь, ну все, точно все проебала. На следующий день я встаю и снова так же занимаюсь, через день, еще через день. И дня через 3-4 я поняла, что ничего ведь не изменилось. Из-за того, что я полежала тогда, посмотрела кино, ничего не изменилось. Но как это было сложно. И после этого, я не говорю то, что я после этого просто взяла и начала лежать и отдыхать. Нет, ни хрена. Каждый раз было там на процентик или на 5 полегче. И я не скажу, что я сейчас все еще с легкостью могу спокойно провести полдня в своих каких-то процессах там бесполезных. Это, кстати, очень хорошая штука, потому что если мы делаем что-то полезное, то мы себя не корим, допустим, там приборка или помощь кому-то, то это очень хорошая причина. А вот если дело какое-то бесполезное или для своего удовольствия, то мы очень любим себя корить за то, что тратим время. И это серьезная вещь, которую я все еще решаю в терапии, и это у меня нет ответа пока что на это, как типа обходиться с тем, что свое удовольствие считаешь бесполезным времяпрепровождением и не корить себя за то, что ни хрена не делаешь. Я не знаю, я просто не знаю, я вам так скажу. В итоге потихонечку я начала вечером больше проводить времени, или не вечером, или днем, если мне захотелось, просто я чувствую, что я устала, мне нужно подзарядиться, я могла прилечь поспать, или сесть поиграть, или посмотреть какое-то кино или сериал. Все это было в таком еще немножко поджатом состоянии, в состоянии страха, но с каждым разом страх уходил, и я чувствовала, как мне реально становится потом комфортнее работать. Я такая, блядь, что реально это вот так работает? Вот, это привет всем, у кого есть комплекс отличника, отличницы. Это, в общем-то, когда нужно делать на 100% и никак иначе. Вот. Чаще всего это, когда, допустим, в детстве, один из примеров, когда в детстве родители любили только за оценки, хвалили, только за 5. Если там 4, то хуйня, пошел нахуй, короче. 3 вообще, господи, ну что это такое? А там 5 с минусом, он мог бы и постараться. 5, хорошо, нормально, давай, иди, делай.
И ты стараешься бесконечно быть лучшим, а это не приносит должного удовлетворения, и, в общем, потом это переносится во взрослую жизнь. Поэтому и происходит гонка за успехом. Так, идем дальше. Я где-то буду побольше, где-то поменьше. Страх успеха — это идет к вторичным выгодам. Про эту штуку я уже вам рассказала. Дальше. Как раз-таки я затронула тему психотерапии в первый раз. И, в общем-то, если у вас есть подозрение на то, что у вас есть, допустим, депрессия или тревожное расстройство или панические атаки, тем более, кстати, очень советую обратиться к специалисту и реально хотя бы узнать, что у вас. Потому что вы можете думать, я шизик вообще, я шизик нахрен. И абсолютно себя в этом убеждать, а на самом деле вы, может, даже неправильно понимаете понятие шизофрении. Потому что люди иногда считают, что если не разговаривают с собой в голове или с предметами, они считают, что они шизофреники. Нет, это не так. Не буду углубляться в медицинскую вот эту всю сторону, но очень важно, правда, узнать свой диагноз, и есть ли он у вас вообще, потому что очень часто может что-то маскироваться под эти диагнозы. Допустим, вы там постоянно плохо себя чувствуете, болеете, головокружение, слабость, тошнота, скачки давления, невралгия и всякое такое, и вы будете думать, что у вас, допустим, ВСД, вегетососудистая дистония, и вам ее поставили, или у вас сердечная недостаточность, и вы будете там нагуглили и что-то увидели, а на самом деле у вас просто может быть депрессия, потому что на определенном этапе она переходит в вегетативную стадию, когда уже отражается на вашем физическом здоровье. Поэтому еще одна причина, почему очень важно быть себе другом и находиться с кем-то, кто может вам помочь, это забота о вас, о вашем здоровье. К этому тоже нужно прийти, по крайней мере, мне нужно было к этому прийти, к тому, чтобы начать о себе заботиться, о своем здоровье очень осознанно и очень внимательно, потому что, опять же, я не всегда была себе другом. И только придя к этому, я смогла начать заботиться о здоровье. Еще одна штука, вытекающая из этого всего — соблюдение базовых потребностей. Это также важно, как и забота о себе, о своем здоровье, в общем-то, здоровый сон, питание, свежий воздух, если вы чувствуете в нем потребность. Хотя я всегда убеждала себя, что я такой комнатный червь, комнатный Рэмбо, но если я сижу сейчас 3 дня подряд там, по 8 часов, то я чувствую, как мне прям уже голова плохо соображает, начинает болеть, потому что не хватает кислорода. И когда в моей жизни появился спорт, это случилось год назад, сейчас я реально гораздо меньше чувствую вот этих вот мини-маячков, что что-то в моем теле не так. Здесь я могу посоветовать только одно. Пробуйте направление, если вы все еще не любите спорт. Возможно, вы не нашли свое направление, которое вам нравится. Я бы никогда не подумала, что пойду в танцы, но оказалось, что это для меня. И мне это и нравится, и это очень подходит моему образу жизни, и это помогает мне еще и выражаться. В общем, у меня очень силовое направление, поэтому там это можно приравнять там к какому-нибудь, не знаю, не то чтобы прямо кроссфит, но для меня это кроссфит. Для меня это как для человека, который 10 лет сидел за компом в позе креветки, для меня это правда кроссфит. И я очень довольна тем, что сейчас соблюдаю вот эту свою базовую потребность как спорт. И вам очень советую хотя бы пробовать со временем, то есть если вы чувствуете, что у вас есть силы снова попробовать ввести спорт в свою жизнь. Не обязательно спорт, это может быть там растяжка, йога, пилатес, если мы про женские направления. Не обязательно женские, это вообще для всех подходит на самом деле. Любое направление, которое вам нравится. Самое главное, чтобы вам просто нравилось, потому что другого способа, как не бросить этот ёбаный спорт, я не вижу, я не знаю, потому что я бросала раз 9-10 разные направления, потому что это просто было не моё. Это было ужасное время, когда было очень плохо, короче. И сейчас мне нравится, и я очень хорошо себя чувствую в этом всем. Конечно, тяжело, но то, что нравится процесс, это помогает компенсировать эти сложности. Очень простая схема. Идем далее. Аксиома, которую хочется вот так вот просто на лоб наклеить еще очень-очень-очень большой наклеечкой или там себе где-нибудь татуировочку сделать на запястье, что невозможно успеть все, а еще особенно на 100%. Невозможно везде выкладываться на 100%.
Это невозможно. Далее, когда я буду разбирать... Сейчас, секунду. Надо было попить. Когда я буду разбирать проблемы людей в комментариях, там будут часто писать про дилемму, что не успеваешь выделять время на семью, когда учишься. И это правда так, к сожалению, это вопрос приоритетов. И все. Мне больше тут нечего сказать. Просто невозможно успеть все, невозможно быть эффективным на 100%, при этом вести социальную жизнь, обучаться, работать, отдыхать, при этом реализовываться. Это вообще уже очень много, это вообще уже дохрена. Это просто дохренище, реально. Невозможно успевать все одинаково эффективно. И это нормально. Вы просто можете выбирать себе какие-то сферы, в которые вы, например, больше внимания, не больше двух сфер из 8, если мы говорим про колесо баланса, у нас там есть здоровье, финансы, карьера, друзья, семья. Так, здоровье, финансы, карьера, друзья, семья, хобби, досуг и что-то еще. Не помню что. Скорее всего, у меня эта сфера страдает, потому что я ее не помню. Не знаю. В общем, у нас есть 8 или 7 основных сфер, и лучше делать какой-то акцент на парочку из них. Не на все сразу. Это невозможно на все. Просто отъебитесь от себя, и хватит пытаться успевать сделать все. Это я сейчас себе тоже говорю. Если вы хотите построить карьеру, сделайте упор на это, и, допустим, если вам важна семья, то и на семью. И получается, что какие-то другие сферы вашей жизни страдают. На них, получается, выделяется меньше времени. Да, это так. А что делать? Ничего не поделать. Если вы хотите такие две важные сферы, как карьера и семья, то неизбежно страдает здоровье и отдых, например. Поэтому, конечно, лучше не на 100% во что-то вкладываться, а всегда оставлять время, допустим, на хобби, на досуг, или на отдых, или на здоровье, что-то вот из этого. Духовное развитие — последняя сфера, я вспомнила. Это как раз-таки про эмоциональный интеллект, самосознание и прочие вот эти штуки, которые все можно приобрести в терапии. Двигаемся дальше. Еще одна очень важная вещь. Ну-ка, давай-ка прокрасься. Очень важная вещь про неопределенность, про которую я говорила в самом начале. Неопределенность и хаос — это ад для нашего мозга. Так устроена наша психика, и если у вас мало информации о собственном здоровье, например, если вы там давно не проверяли никак, не делали проверку организма, если у вас мало информации о вашей потенциальной сфере деятельности, если у вас мало информации о финансовой грамотности или о том, что творится у вас в голове, чего вы хотите на самом деле, то неизбежно какие-то из этих вещей начнут сводить вас с ума. Они начнут провоцировать генерацию бесконечной вот этой ментальной жвачки, которая будет за вами гнаться. И это все тоже очень сильно выкачивает ваши эмоциональные силы. Поэтому, если вы хотите сделать упор на какую-то сферу, допустим, на карьеру, на смену, вот прям смену карьеры, сделайте все для того, чтобы дать вашему мозгу как можно больше информации. Я имею в виду осведомительной. Не то, что там именно в карьере учиться, а я именно про осведомительную. Допустим, поспрашивайте людей, как им в этой сфере работается. Закройте свои, допустим, базовые штуки, такие как там про здоровье. Не знаю, там, мне нужно сходить сделать МРТ головы, там уже 3 года. Сходите и сделайте. Просто у вас будет меньше на одну задачу в голове висеть, потому что это тоже на фоновом таком режиме тянет из вас энергию. И чем меньше неопределенности в вашей жизни, тем спокойнее вы будете, тем больше у вас будет ресурса на то, чтобы отдавать эти все ваши силы тому, что вы хотите. Вашей работе, вашей карьере, вашему отдыху, например. Допустим, там у меня была на прошлый год задача, и я хотела научиться отдыхать. И получилось, потому что я целый сраный год потратила на то, чтобы научиться отдыхать. Это может звучать сейчас абсолютно абсурдно, но я думаю, что очень многим это знакомо. Очень многим, что я не умею отдыхать. Это правда навык. Это навык у нас вот у творческих людей, у
как это называется, работоголики, как трудоголики. Вот. Это правда навык, и кажется, что типа, что плохого в том, что ты можешь бесконечно херачить? Я могла бы показать вам свой нервный тик год назад и сказала бы, да, что есть очень много чего плохого в том, чтобы бесконечно херачить. Это выгорание, это проблемы со здоровьем, это потеря интереса к тому, что ты делаешь, это просадка всех остальных сфер твоей жизни, это проблемы, допустим, в семье, в отношениях, с друзьями. Это, блядь, это ад, это реально ад. Так что попробуйте найти себе как можно больше информации и при этом не забывайте отдыхать. Можно теперь везде для каждого тезиса делать еще приписочку и не забывайте отдыхать, пожалуйста. Еще одна штука, про которую я говорила еще на стриме, это цель SMART. Про то, как вам правильно ставить цели. Я бы порекомендовала, я в описании оставлю ссылку на этот стрим, я бы порекомендовала там найти этот момент, и там я очень подробно рассказываю про эту цель, просто сейчас я очень вкратце про это пробегусь. Обычно люди ставят себе цели очень обширные и не конкретизированные. Допустим, я хочу стать лучшим художником. Все, я хочу стать лучшим художником. Ни в какой конкретно сфере, ни в какие сроки, ни чем именно я буду измерять это. Никаких нет вообще критериев для достижения этой цели, и эта цель кажется просто недостижимой. Так вот, SMART-цель — это просто аббревиатура, типа конкретно, измеримо, достижимо, актуально, ограничено во времени. Это то, что очень сильно приближает вот эту вашу неебически далекую, цель, которая находилась где-то на Луне, я хочу стать лучшим художником, она приближает ее до размеров реальной, и она показывает вам вот этот вот путь, который вы можете сделать для достижения этой цели. Давайте переформулируем, попробуем. Я хочу стать лучшим художником, по смарту пройдем. Что конкретно делаем? Мы развиваем в себе навыки профессионального художника. Здесь же я хочу развернуть, что именно я вкладываю в это понятие, какие навыки мне нужны для того, чтобы стать профессиональным художником. И вот в самом конце я буду эту штучку показывать про то, что я вкладываю. В каких единицах измеряем? Например, если бы я хотел купить машину, то единица это будет машина. И типа конкретная машина, какая? Марка, модель, год и прочее. В общем, вот такая-то цель. Если это мы говорим про карьеру, то единица это, скорее всего, должность. Можно подумать, найти какую-то конкретику. То есть как я измерю в какой единице. Допустим, 3D-артист в Sony Santa Monica. Вот, очень конкретно. За счет чего достигаем цели? За счет того, что я собираюсь в течение, допустим, поставлю себе срок. Нет, это срок я уже забегаю вперед. Я собираюсь регулярно, например, не менее 4 часов в день уделять этому делу и чередовать, хорошо, не так. Я уделяю 4 часа в день занятиям этому делу, и в это дело будут входить первое — обучение теории, изучение теории, то есть закладка себе вот этой информации. Второе — применение этой теории, то есть практика. Третье — это систематизация и рефлексия, то есть я укладываю все, что я изучил, я там прогоняю в голове, думаю, что-то для себя совершенствую, думаю, что мне больше понравилось, что не понравилось, а может быть, что-то я уже вижу свое, что я могу здесь делать. Здесь я вижу, что здесь у меня получилось хорошо, а здесь я могу еще больше что-то доработать в следующем проекте, например. Так, теория, практика, рефлексия и, допустим, еще прокачка насмотренности. Если мы говорим про профессию художника, обязательно прокачка насмотренности должна быть в списке вот в этом из того, что составляет вас там, составляет вашу ежедневную рутину, например, ежедневную, допустим, 5-2, не знаю, как угодно, 3-4. Вы должны выбрать себе график. Насмотренность — это вы заходите на то же самое ArtStation и шарите его на предмет того, что находит в вас отклик. Вы ищете любимых художников, вы ищете, допустим, на просторах Pinterest референсы, которые вас цепляют. Вы смотрите, изучаете какие-то природные явления, допустим, просто пейзажи, там, не знаю, дерево, какие-то очень интересные деревья, ветки, потому что все эти ветки или, допустим, устья рек, это все формируется паттернами природными, и это про дизайн. Это про то, как просмотр
природных штук или изучение животных может помочь вам развивать насмотренность. Это не обязательно только ArtStation. Вы можете смотреть любые интересные ролики про природу, про человека, про то, как он устроен, про инженерию мышц, про то, почему человек может пробежать там 100-метровку быстро и что с ним происходит. Не знаю, блядь, все что угодно, короче. Вы можете смотреть обзоры, допустим, разборы кино, потому что там будет немножко рассказываться про искусство повествования, про визуальный язык, про символику, про работу со светом. Вот это, кстати, обзоры там, допустим, Кинопоиска или какие-нибудь еще там про свет в кино. Вообще очень полезные, охренительные вещи, на которых я свою насмотренность развила до текущего уровня. Вот, блин, реально, понимаете, просто просмотрами всяких разборов кино. И потом, когда я смотрю кино, я начинаю уже анализировать. Я проходила курс по... как же он точно называется? Язык света в кино. Вот. Мне это было чисто для киношника, для режиссера, но мне это нахрен не надо было, мне была важна информация, мне было адски интересно смотреть. Вот, и потом все это привносится в профессию. В общем, вы как профессионал должны быть очень-очень многогранны. Вы можете подчерпывать информацию абсолютно из разных сфер жизни, поэтому это не скучный процесс, это именно то, что позволяет не выгорать и переключаться очень много между разными сферами и тем, чтобы накачивать эти разные сферы разными источниками. Наверное, это такая штука, которая позволяет мне еще не свихнуться нахрен спустя 10 лет и все еще оставаться заинтересованной в том, что я делаю. Наверное, вот так. Так, ушла очень сильно. Актуальный. Решение реализуемо, соответствует ли цели. Допустим, вы хотите стать художником. Вот актуальный — это как раз-таки про то, что действительно ли это ваше желание. Это такая штука, которую очень часто родители в нас вкладывают собственные желания и амбиции. Они нам это проецируют все детство, и потом мы, становясь взрослым, думаем, что мы хотим стать врачом, например. Не хочу обидеть никого абсолютно, это просто пример, потому что очень много поколенческих профессий, и там дети потом думают, что да, я тоже хочу, а на самом деле родители хотят, дети не хотят. Вот, такое бывает, но разное бывает. Действительно для вас актуально то, что вы для себя ставите. Например, если я хочу стать художником, действительно ли я хочу стать художником? Именно я. Действительно ли меня впирает то, что я вижу? Когда я вижу чужие работы, например, когда я вижу какие-то выставки, например, там, не знаю, современного искусства, сейчас не буду углубляться в эту тему, ладно. Правда ли вас цепляет и вдохновляет то, что вы поставили для себя целью? Правда ли вы видите для себя в этом будущем? Как вы себя видите? И реализуемо ли, кстати, тоже очень сильно важная вещь, допустим, я хочу заработать $5 миллионов за месяц. А если сейчас у меня зарплата 15 тысяч рублей в месяц, то это вряд ли реализуемо. Поэтому подобная установка может просто вас как бы саботировать, потому что она абсолютно нереалистична, и вы будете думать, типа, да нахрен это вообще, это невозможно. Поэтому это настолько большой слон, что мне его не сожрать, даже по кусочкам. И это правда, нужно понимать, что реально, что нет. Допустим, я хочу полететь на Марс, типа, космонавтом там становится, до скольки лет берут космонавтов, там, до 30, не знаю, 35, а вам, допустим, 29. И вы хотите за год стать космонавтом. А подготовка космонавта точно не год занимает. Ну, в общем, я про какие-то такие вещи, что действительно должно быть реально. И ограниченное во времени вы ставите конкретный запрос на то, когда вы должны стать этим самым художником, к какому году. Поэтому, как это будет все звучать? В итоге, короче, я все равно все очень подробно рассказала. Ну ладно, можете не смотреть стрим, короче, что-то. Что конкретно делаем? Становимся профессиональным 3D-артистом по персонажам в Sony Santa Monica. В каких единицах? Это моя должность, собственно, 3D-артист. За счет чего достигаем цель? За счет ежедневной работы над собой в таких сферах, как практика, теория, насмотренность, рефлексия. Реализуемо, да. Соответствует цели, я точно знаю, что я этого хочу, да. Какой конкретный срок? Допустим, ставлю там 2030, какой-нибудь вот так вот себе ставлю. Лучше поставить срок побольше, чем поменьше,
потому что вам будет так спокойнее. Вот. И после этого, после того, как вы поставили себе цель SMART, вы прописываете себе маленькие шажочки, которые вас будут приближать к этому всему. Например, регулярное уделение времени там, в количестве 2-3 часов, ну или можете конкретный срок себе поставить. Отдых, допустим, 2 дня, когда я вообще не прикасаюсь к 3D. Допустим, к такому-то году я должен найти свою первую работу, к такому-то году я должен получить, там, допустим, первое повышение или найти другую работу более там, с высокой зарплатой. Вот такую зарплату я должен иметь к этому времени я должен еще подучить английский, там, если это рассматривается зарубежная работа. Какие-то вот такие штуки, очень-очень понятные вашему мозгу. Это правда будет вас успокаивать. На самом деле, если вот начать думать в таком ключе, то все кажется по плечу, реально все. И когда вы начинаете продумывать эти маленькие шажки, вы еще больше понимаете, хотите вы этого или нет. Потому что бывают такие штуки, вот я сейчас вам рассказываю примеры, я четко понимаю, что это не моя цель абсолютно. Я не хочу в Sony Санта-Монику, потому что я знаю, что мне придется на уровне продвинутом изучать английский, а я этого точно не хочу. Я в гробу видала это все, короче. Мне хватает моего разговорного уровня. И у меня сейчас нет мотивации, чтобы... то есть это для меня сейчас цель, это нереализуемо, потому что я точно знаю, что я на этом споткнусь. И я для себя это сейчас не выбираю. Я знаю, что у меня есть другая цель. Я вам не скажу. У меня есть другая. Я недавно созрела, но... Ладно, вы все равно скоро узнаете, скорее всего. Вот, но я не буду ничего говорить, потому что я занимаюсь ее реализацией. Так, про цель SMART мы закончили. Можно двигаться дальше. Еще надо водички попить. Продолжаем говорить. Будем говорить сейчас про приоритеты. Тоже очень много людей писало про то, что очень сложно успеть все, хочется успевать все, но очень сложно. И это нормально. И часто попробовать что-то новое мешает именно неуверенность в себе. И, типа, хочется спросить у кого-то, типа, слушай, а как думаешь, у меня получится? Мне вообще стоит в это все влезать или нет? И вот представьте себе, что вы разговариваете со своим другом и задаете ему вопрос, как думаешь, у меня получится? И ответьте себе в голове за этого друга. Я уверена, что настоящий друг, реально не какой-то там токсичный обрыган, извините, осуждаю, а реально настоящий друг, конечно, вам ответит, блядь, конечно, боже мой, естественно, пробуй, ты же, посмотри, сколько всего у тебя получилось в жизни. Или я знаю, как ты сильно горишь этим всем, или как ты давно хотел это все попробовать. Конечно, пробуй, если ты этого правда хочешь. Мне кажется, что ты этого хочешь, или там задай себе вопрос. Если ты хочешь, конечно, пробуй. Вот это небольшая обман такой, обман самого себя, что вы как будто хотите перенести ответственность на другого за решение ваших приоритетов. Но на самом деле вы это решаете внутри себя, и это помогает понять, реально вы хотите или не хотите. Потому что, может быть, ваш внутренний друг, типа, скажет, слушай, я не знаю, типа, я сомневаюсь. И это будет отражать ваше состояние на данный момент. Может быть, вам не хватает информации, потому что очень много неопределенности. Может быть, вам не хватает безопасности, например, финансовой. Нет финансовой подушки. Это очень-очень объективная причина к тому, чтобы не менять работу. Естественно, это, нормальная причина вообще-то. Вот. Или это просто неуверенность в себе, которую, допустим, можно попробовать проработать в терапии. Все это требует сил, времени, денег, так что, как и любая работа, это тоже работа над собой, она тоже требует ваших усилий. Но все это нацелено на то, чтобы прийти к вашей конечной истинной цели. Идем дальше. Как понять, нравится мне или не нравится, есть только один выход — попробовать это. Про не бояться неудач очень сложная и простая одновременно штука. Мы все знаем фразу «не ошибается тот, кто ничего не делает, ничего не пробует». Поэтому есть еще одна штука, типа лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать никогда. Вот тут взвешивайте риски для себя, потому что можно попробовать, прыгнуть нахрен с тарзанки, когда у вас 3 грыжи в позвоночнике. А можно попробовать слепить стилизованного персонажа вместо реалистичного. Вот тут тоже разные разговоры, но
реально разрешение себе на неудачу, на ошибку очень сильно помогает вам развиваться. Тоже все относится к дружбе с собой. То есть я сейчас, например, как я с тобой, допустим, общалась, когда я пробовала какое-то новое направление, допустим, монстров. Я думала... Нет, когда я делала монстров, у меня еще ни хрена не было такой вообще логики. Окей, допустим, недавно я начала делать кисточки на продажу. И я думала, новый продукт, у меня таких еще нет. Вполне вероятно, что я обосрусь, что я просто потрачу зря свое время. И я думаю, потом в оппозицию встаю. Почему зря? Я попробую и наконец-то закрою этот вопрос. И я пойму, что, допустим, этот продукт не подходит для меня, потому что я пойму, почему. Потому что я буду видеть уже статистику, я буду видеть там конверсию просмотров и добавление в корзину. У меня будет какая-то информация, с которой я уже смогу работать. А что, если у меня получится? А что, если я сделаю продукт, и, и все будет нормально? Так что попробовать не всегда означает, что вы потерпите неудачу. Это 50/50, вы в Шрёдингере тут находитесь, в коте, короче. Так что, если это то, что вам потенциально не вредит, пробуйте. Просто пробуйте. Очень будет сложно иногда бороться с критиком в этот момент, который будет хотеть обесценивать все на свете, но по-другому никак. Идем дальше. Вот, кстати, про критика как раз-таки. Некоторые думают, что если слушать критика, типа, который говорит, да давай, делай уже, заткнись со своими там этими устал и прочее, давай, делай. Люди считают, что это мотивация, типа, я по-другому развиваться не могу. На самом деле это просто кнут. Мотивация — понятие вообще противоположное. И в данной ситуации это просто временное подпинывание самого себя, пока у вас не закончатся нахрен силы. И очень вероятно, что вы вообще выгорите в этом деле, если будете бесконечно пользоваться именно вот этой стратегией как бы раскручивания себя на действие. Потому что моральных сил ни хрена не останется, физических сил тоже ни хрена не останется, потому что, возможно, вы вообще занимаетесь не тем, что вы на самом деле хотите, а внутренний критик — это у нас образ чаще всего какого-то значимого родителя. Чаще всего. Не буду углубляться, это бывают разные абсолютно образы, разные люди, но часто это как раз-таки родитель, который обесценивал, допустим, ваши попытки проявляться, обесценивал или там отрицал ваши чувства и эмоции, поэтому сейчас, когда вы чувствуете, что вы устали, вы себе не верите. Это был такой спойлер очень большой к моей годичной терапии. Ну, как есть. Далее. Мода на неуязвимость и на то, что надо ебашить бесконечно. Сейчас, на самом деле, вот год спустя я понимаю, что такая мода на непробиваемость и бесконечную устойчивость, она немножко подспала, слава богу. Люди перестали идеализировать вот этих вот как бы роботов почти что. Типа, ты очень крут, если ты херачишь без выходных, если ты там такой, типа, продуктивный. Хорошо, что это выходит из моды, вот что я могу сказать. Раньше мы все думали, что если херачить без выходных, то будет все круто. На самом деле, херачить — это хорошо, но отдыхать при этом обязательно нужно, потому что невозможно оставаться всегда в ресурсе, всегда на пике своей эффективности. Вы просто морально устаете, банально в смысле. Вы устаете, у вас изнашивается организм, изнашивается физическая оболочка, а как бы здоровье у нас и тело одного и другого не выдадут. Почему-то многие думают, что типа все обойдется и всякое такое, но это просто со временем потом начинаешь учиться на своих ошибках. И да, эти моменты тоже нужно каждому из нас пройти, скорее всего. Если ты, тот, кто меня сейчас слушает, достаточно мудр для того, чтобы не испытывать на прочность судьбу и свое тело, ты супер, молодец. Это очень-очень важная составляющая
себя как профессионала, содержать не только свои способности, поддерживать их на пике, а еще и ту оболочку, которая, в общем-то, как контейнер носит все эти способности. Это тоже очень важно. Вот, так что это очень плохая штука. Фу, вот. Дальше. Часто тоже встречаю таких людей, кто переживают за то, что они справляются не идеально. И даже если они прыгнули выше головы, они все равно говорят, вообще можно было лучше. Так вот, не совсем это про вот эту вещь, но ладно, это тоже очень важно. Значит, когда начинаешь, давайте именно конкретно про это, когда начинаешь какое-то дело с нуля, есть вот этот вот буферный период, вход, когда ни хрена не получается вообще, типа, очень плохо, объективно плохо, потому что не может получаться по-другому, понимаете? Если, есть много факторов. Если до этого у вас не было опыта в смежной сфере, если у вас нет предрасположенности, тем более к творчеству, если у вас нет какой-то насмотренности, вы вообще были очень далеки от творчества, то с какого нахрен хрена и перепугу у вас должно получаться сразу охренительно? Нет, не должно. Абсолютно не должно. Это нормально, это абсолютно логично и закономерно. Дайте себе время на то, чтобы получить немножечко навыков. Вот нужно пережить вот этот вот самый первый трудный период, когда ничего не получается. Хочется бросить, потому что кажется, что это не мое. Всем так кажется. Всем так кажется, кто начинает с нуля, так кажется. Сейчас я учусь, например, петь, и у меня абсолютно не получается. Я сталкиваюсь с такими переживаниями, что, мама, не горю, я давно с таким не сталкивалась. Но со временем, если просто, попытаться, хорошо, я дам себе, я даю себе время, давай, еще чуть-чуть, давай, еще чуть-чуть. Ты же хочешь, я понимаю, что я хочу научиться петь. И я себе говорю, ты же хочешь научиться? Да, сейчас не получается. Ничего страшного, это нормально. Потом когда-нибудь получится. И прошло 4 месяца, прежде чем я отметила у себя хоть какой-то малюсенький прогресс. И я такая, боже, слава богу, это все, этот период закончился, когда вообще было абсолютно никакой надежды, а занималась я достаточно плотно, поэтому очень неприятные периоды, так что неважно, как ты справляешься, важно, нравится ли это, потому что рано или поздно начнет получаться в любом случае, абсолютно в любом. Главное, чтобы тебе это нравилось. Все. Других правил здесь нет. Это единственная причина, по которой не стоит бросать. Если вам это правда нравится. Вот так переформулирую, а то немножко там прозвучало как-то очень обобщенно. Так, мы по базе, в общем, подходим потихонечку к завершению. Одна такая штука, которой я очень сильно болела, это когнитивное искажение. Если я смогла, значит, кто угодно сможет. Или они смогли, значит, и я смогу. Это неправда. Это обесценивание себя как личности, как индивидуума, не знаю. Обесценивание себя как личности. Это игнорирование того, что у всех может быть свой путь. Это игнорирование своего собственного состояния и уникальности. Это обесценивание даже какой-то пути другого человека, потому что он становится здесь абсолютно обычным, он не уникален. Может быть, он правда смог то, что не сможет больше никто, и это тоже нормально. С кем мы можем себя сравнивать? Ладно, я не буду приводить примеры, а то заманят. Вот. Так что подгонять себя тем, что если кто-то смог, то и я смогу. Это может быть, конечно, мотивировать, но если вам при этом это не нравится, то шансов нет. Ладно, я очень категорично сейчас разбрасываюсь словами. Главное, чтобы вам это нравилось. Так что какая вообще нахрен разница, кто что может? Если вам это не нравится, пошли не нахрен, вот что. И еще, кстати, если я смогла, значит, кто угодно сможет. Вот этим я тоже болела. Я очень сильно обесценивала свой путь развития вот этим вот убеждением. Я думала, что что такого,
Ну, сидела я по много часов, там, ежедневно, много лет, ну и что? А что это? Кто-то не сможет так, что ли? Блядь, да, кто-то так не сможет. И вот это я сейчас говорю тем, кто любит себя обесценивать. Вот эта штука очень сильно вас откидывает от признания себя профессионалом. Это синдром самозванца. Но, в общем-то, если вы болеете синдромом самозванца, то это уже означает, что вы профессионал. Так что им не болеют, самозванцам не болеют те, у кого нет компетенции. Это я к тому, что неправильно думать, что мой путь не уникален. Это я говорю каждому из вас. Далее. Очень важная штука. Часто, когда мы сталкиваемся со сложностями, мы слышим, что сложного берешь и делаешь. И здесь, правда, бывает очень-очень страшно делать, потому что мы вернемся пораньше в разговор. Страх делать — это страх неудачи, страх оценки, страх стать более успешным, более компетентным. Мне придется выносить свой собственный успех, сталкиваться с этими чувствами. Допустим, я себя там никогда не любила, не ценила, и что мне с этим нахрен делать? Так что здесь в страхе делать очень много всего заключается. Я бы сказала, что ваша задача здесь обходиться с собой максимально бережно в том числе. Потому что берешь и делаешь, бывает, это вообще похоже на насилие, честно говоря. Есть такие моменты в жизни, когда, правда, приходится над собой прилагать усилия, чтобы добиться какого-то конкретного результата. Например, вы работаете, у вас есть определенные обязанности, у вас есть ваша ответственность перед командой, перед начальством, и вам необходимо завершить какой-то этап проекта или проект, что-то сделать. Это, правда, ваша ответственность, за которую вы получаете деньги. Вот здесь очень-очень важная вещь, что ваши усилия компенсируются деньгами. Когда речь идет про развитие, вам ничего деньгами не компенсируется. Вам это может компенсироваться только лишь чувством наслаждения, когда у вас что-то получается. Это, собственно, дофамин, ваш там эндорфин, может быть, когда вы получаете вот тот самый эффект вау, в общем, эффект вот эти вот эмоции счастья, когда у вас что-то получается. Это единственный компенсатор, который вы можете получать здесь за вот эту вот сделку, за вот это вот берешь и делаешь. А ведь можете вообще не получить. Вы можете настолько заебаться и устать, что никакого дофамина и эндорфина в помине не будет. И вы еще спать плохо будете, еще и заболеете, короче, и все будет очень плохо. Поэтому здесь важно быть реально бережным к себе и иметь в виду такие факторы, как то, что есть ли у вас сейчас силы на то, чтобы брать и делать. Иногда силы и правда есть. Иногда я правда могу сесть и посмотреть вот этот 3-часовой урок, который мне очень нужен, а иногда нету. И это означает, что я его откладываю. И это тоже моя ответственность здесь за собственное развитие. Понимаете, в чем прикол? Вы сами ответственны за свой путь. Просто за свой путь. И бездействие — это тоже выбор, потому что вы всегда принимаете решение в чью-то пользу. Вот, казалось бы, в свою, успешную пользу или в свою бесполезную пользу. Но на самом деле вы всегда должны принимать решение просто в свою пользу. Вы должны отдохнуть, если вы устали, и поднажать, если вы можете. Если вы будете достаточно отдыхать, вам даже нажимать не придется. Вот я вам обещаю, я вам это гарантирую. Но, опять же, это я вас сейчас про то, что я смогла, значит, кто угодно сможет. Не факт. Извините. Это сложно. Это, правда, сложно, и это требует очень комплексного подхода с многих сторон. Как с ментальной стороны, так и со стороны профессиональной. И еще и при этом надо успевать жить свою жизнь. Короче, очень много всего. Здесь тоже вытекающая штучка, когда берешь и делаешь, вот это вот насилие над собой, и дисциплиной. Вот я лучше за дисциплину. Сейчас объясню, почему. Представьте, что вы планируете чем-то заниматься. И вот как раз-таки вы по смарту поставили себе, допустим, 2 часа в день. С выходными, в смысле. И вот, значит,
боль между дисциплиной, когда вам нужно сделать вот это регулярное действие, она слабее той, которую вы испытаете, если вы не будете регулярно заниматься потом от сожаления об этом. Потому что когда вы в дисциплине занимаетесь, вы потом все равно получаете компенсацию в виде дофамина за то, что вы выполнили качественно какое-то дело, вы что-то изучили, вы что-то сделали. И вам было очень тяжело себя заставить, например. Но опять же, если есть ресурсы, помните об этом. Если вы чувствуете, что вы не вывозите, допустим, там 3 часа, сделайте себе 1 час на какой-то период. Так вот, очень сложно соблюдать дисциплину, но боль от сожаления потом будет гораздо сильнее. И я думаю, что каждый это испытывал, когда ставил себе какой-то план. Не знаю, все мы себе обещали, наверное, там вставать в 8 или бегать каждый день, что-то вот в этом роде, заниматься спортом каждый день. И потом ты такой, я ничтожество, просто, я опять не справился, я себя подвел. И вот эта вот боль от сожаления, она правда очень разрушающая и мерзкая. Поэтому здесь крайне важно реально понимать, чего вы хотите, потому что если вы чего-то хотите, то дисциплинировать себя будет гораздо проще. Все это упирается в дружбу с собой, в понимание своих истинных желаний и борьбу с внутренними конфликтами. В общем-то, если, допустим, вернемся как раз-таки это в разрезе дисциплины. Например, вы думаете, что вы хотите стать художником. И вам кажется так, что прям, это круто, и вот как будто бы больше, чем круто, в этом нет абсолютно ничего. И при этом вам нужно этим заниматься, вам нужно себя заставить это делать. Вы не хотите заниматься, и при этом вы не искренне хотите самой цели, вы не хотите стать художником-то. И получается, это такой конфликт, и с любой стороны ты проигрываешь, и это очень выматывает, и я сама проживала эти моменты, когда теряешь очень большое количество времени на неистинные какие-то свои цели, желания, теряешь и время, и ресурсы, и деньги порой, но опять же, пока не попробуешь, не узнаешь. Так что, если вы осознаете, что вы попробовали очень много всего, и это все было не ваше, очень хорошо, что вы это попробовали, потому что только так вы узнали, что ваше, а что нет. По крайней мере, узнали, что не ваше, и это тоже очень хорошо, потому что дело в этом мире, да ебени матери, а пробовать приходится. Вот. Здесь у нас заканчивается базовая проходка. Я буду сейчас переходить к конкретным проблемам людей. Мы обсудим их. Просто сейчас все, что я рассказала, это покрывает очень большой процент проблем. И я думаю, что уже очень многие услышали то, что хотели бы услышать. А сейчас будем разбирать на очень конкретных примерах. Я решила все-таки затирать имена. Сначала не затирала, потому что спрашивала людей, против ли они будут, но прошел год, и хер его знает, поэтому на всякий случай я буду все закрывать теперь. Итак, часто сравниваю себя с другими, боюсь изучать новый софт. Очень сильно дезморалит больше прогресс за месяц у некоторых 3D-шников, чем у меня за год. Ну и косяковость моих моделей тоже как бы тут да. Во-первых, про сравнение себя с другими, это про тот вот айсберг. Сразу же вспоминаем про то, что есть верхушечка, которую мы, в общем-то, видим, и на самом деле путь, который человек прилагает. Поэтому сравнивать себя с другими вообще, если подумать чисто рационально, это невозможно, потому что мы живем в абсолютно разных условиях, в разных странах, городах, квартирах, семьях, обществах, условиях, вообще во всем абсолютно разном мы живем. И сравнивать себя с кем-то объективно невозможно. Чаще всего будешь проигрывать. Вообще можно любое сравнение найти, где ты будешь выглядеть лучше или где выглядеть хуже. Но зачем это нужно? То есть какой истинный мотив у того, чтобы сравнивать себя с кем-то? Но спустя время я сейчас перестаю понимать это.
Раньше я это делала для того, чтобы бичевать себя и загонять, типа, обесценивать. И это просто говорил мой внутренний критик. Он сравнивал себя с другими... Меня он сравнивал с другими какими-то крутыми художниками. И я была уверена в том, что у меня ничего не получается, все очень плохо и все такое. А сейчас он у меня очень сильно заткнут кляпом, и мне хорошо. И я, правда, уже отошла от этого. Поэтому здесь очень важно задать себе вопрос, а кто хочет внутри, вот кто хочет сравнить себя с кем-то? Потому что, скорее всего, это будет тот самый мерзкий критик. И вот про то, что дальше идет. Боюсь изучать новый софт. Дизмораль больше прогресс за месяц у некоторых ДРшников, чем у меня за год. Опять же, вот здесь будет очень уместен вопрос. А сколько времени вкладываешь, конкретно ты вкладываешь времени в это все свое развитие, и сколько другие 3D-шники вкладывают там в месяц, например. Если они сидят ежедневно по 10 часов, а ты сидишь 1 час в месяц, то или там 5 часов в месяц, неважно. В любом случае вот этот очень распыленный, очень распыленный и такой размазанный процесс обучения, который еще будет выветриваться в этих паузах, он, скорее всего, будет несопоставим абсолютно с какой-то очень большой регулярностью. Но если, допустим, ты сидишь ежедневно и вкладываешь в это очень много сил, и все равно тебе кажется, что у других 3D-шников за месяц получается круче, вот тут я полностью на стороне, на твоей, на защите, потому что я думаю, что ты просто обесцениваешь свой прогресс. Это во-первых. Во-вторых, прогресс у всех абсолютно разный, и это нормально, что кому-то требуется больше времени, кому-то меньше времени. И ничего в этом такого нет. Главное, чтобы нравилось заниматься. Косяковость моделек, все идет к тому, что внутренний критик очень сильно хочет насолить. Про боязнь изучать новый софт это распространенная проблема у начинающих, потому что хочется, чтобы сразу все получалось. Вот. А это я возвращаюсь к тому, что не важно, как получается, а важно, чтобы нравилось. Вот. И пока не попробуешь, не поймешь. И новый софт никак не навредит. Так что, да, это очень большая, необъемная штука, но, может быть, тоже как-то вот себе пошагово разделить. Допустим, там, изучение базиса 1 месяц, изучение, когда понял базис, допустим, не знаю, давайте возьмем Houdini какой-нибудь, понял интерфейс, переходим к симуляции взрывов, например, там, или я даже не знаю, как там в Houdini все это устроено. Изучили эффекты, переходим, допустим, к разрушениям, там, что-нибудь такое. Вот. То есть тоже составить себе какой-то план, рационализировать, потому что нехватка информации очень дезорганизует весь этот процесс. Дальше вопрос. Какие шаги нужно сделать, с чего начать по работу в 3D-шке? Очень хочется ливнуть со своей работы, связиста и работать дома, понимая, что 3D это мое, и тут я должен быть, но сыкотно увольняться и уходить во все тяжкие. Ипотека сама себя не выплатит. Планировал, что что-то делать под печать на CG Trader, но Русичам там запретили продавать. Да, как свалить с завода геймдев, то прям жиза. Это смена работы не отличается... Типа смена работы на 3D-шника не отличается абсолютно ничем от смены работы, например, от медика в учителя или из учителя в менеджер по продажам. В любом случае приходится начинать с нуля. Просто поскольку здесь творческая работа, определенности гораздо меньше. И это тоже наша задача здесь дать себе побольше определенности. Что поможет, чтобы начать работать в 3D? Это алгоритм, который подходит, чтобы начать любую новую работу в любой сфере. Вам нужна финансовая подушка. Это сумма денег. Вы высчитываете, допустим, сколько месяцев вы хотите потратить на обучение. Либо, допустим, если вы совсем заколебались с работы, а у вас уже есть навыки. В общем, допустим, вам нужно от 3 до 12 месяцев, чтобы прям вот выйти на работу. Или от 3 до 24 месяцев. Или там от 6 до 36 месяцев. Сколько угодно. Вы ставите себе срок в месяцах. Да, то есть подсчитываете, сколько вы думаете вам понадобится на то, чтобы найти работу. Высчитываете, сколько денег в месяц вы тратите. Прикидываете на это еще примерно 20%, умножьте на количество месяцев, и получается сумма, которая у вас должна быть в финансовой подушке. То есть
Это такая сумма, при которой вы можете спокойно уйти с работы, реально не остаться с голой жопой и спокойно уделять время обучению. Это очень рациональная вещь, которая очень неприятная, потому что обычно эти суммы получаются огромными, плюс еще часто есть какие-то выплаты. Но если вы правда хотите обезопасить себя очень рационально и позволить себе обучаться, то позаботиться о своем финансовом благосостоянии — это очень-очень конкретный, логичный, успокаивающий шаг. Так что здесь очень сильно помогает, что человек понимает, что 3D — это его, он должен тут быть. Так что поиск каких-то путей, налаживание связи, работа параллельно с основной работой — это, обучение, в смысле, параллельно с основной работой — это все шаги, которые приведут к смене, кардинальной смене деятельности. И вот здесь хочу обратить внимание, что это нормально испытывать тревогу в ситуации перемен и ненормально избегать перемен или их отрицать. Поэтому, если вы чувствуете, что вам хочется что-то поменять, но при этом очень-очень страшно, и поэтому я делать ничего не буду, скорее всего, вы на этапе отрицания. Скорее всего, не хватает какой-то информации, чтобы себя поддержать, успокоить, чем-то себе помочь, решиться на то, что на самом деле хочется. Вот. Следующая проблема. Дизморалит иногда лайки, у меня отсутствие других присутствия. Абсолютно частая штука, особенно когда начинаешь, потому что ощущение, что свой успех и свою крутость можно измерить только лайками и довольством людей в интернете. Я согласна с тем, что поначалу это нормально испытывать, но со временем из этого необходимо выходить. И вот здесь главное, конечно, чтобы непонятные люди в интернете были тобой довольны. Это такая штука, которую я хочу подать с точки зрения обесценивания их, а не твоих переживаний. Не переживания этого человека. Не знаю, я обращаюсь на «ты», потому что конкретные люди... Ладно. В общем, лайки бывают по разным причинам. И это не мера успеха, потому что есть просто люди более медийные, есть люди, которые тратятся на рекламу, есть новички, которые вкидывают свои работы везде, мелькают, и, в общем-то, они тоже для этого что-то делают, чтобы нарабатывать эти свои лайки. Поэтому, если очень важны лайки, можно вправду попробовать эту сторону подкачать свою медийность, завести несколько там аккаунтов в разных соцсетях, можно начать спамить свою работу где угодно, потому что все равно будут находиться те люди, которые будут тоже лайкать, даже если вы совсем новичок, и типа это совсем там начальный уровень, это не важно. Куча таких же новичков, которым тоже очень страшно непонятно, и им тоже очень хочется, чтобы их полайкали, и вот эти там какая-то взаимопомощь с этим всем, или кому-то ведь реально... Короче, здесь не стоит упускать из внимания ту вещь, что реально ваша работа может нравиться, и процент этих людей, он увеличивается пропорционально с тем, сколько людей ее увидело. Так что, если важны лайки, везде настрите, и собирайте их. Но на самом деле, вот если прошел годик-два, я бы очень советовала отходить от вот этой штуки. Блин, это правда инструмент, который очень сильно успокаивает. И если вы понимаете, что вы тот человек, которого беспокоит лайки, качайте медийность, вот что я скажу. Потому что потом, даже если лайков там, если вы уже подкачались, а лайков все равно мало, это будет вас все равно триггерить. Поэтому лучше заниматься развитием какой-то группы с самого начала. Неважно, вы новичок абсолютно, вообще неважно, выкладывайтесь, просто выкладывайтесь. Выражайтесь так, качайте медийность. Качайте свой навык как автора, как публициста, прости господи. Пишите разные посты, устраивайте опросы, что-нибудь такое. И если вам это не нравится, то тогда без лайков получается. Другой вопрос, что со временем, если вы просто будете херачить, то со временем лайки появятся сами. И даже ничего для этого делать не придется. Но если хочется с самого начала, то только вот такой способ. Так, следующее состояние. Боязнь изучать новый софт. В целом такой страх был при изучении первого софта, но дальше идти еще сложнее, так как есть уже некий набор навыков, которых в целом
в целом-то хватает, но как качество не то. Слишком мало маленьких проектов, слишком мало крупных. На данный момент очень сильно начал приседать по навыкам и знаниям новым. Здесь самое первое, что хочу сказать, ответственность за ваше развитие лежит только лишь на вас. Если вы чувствуете просадку по навыкам и знаниям, но при этом вы не чувствуете силы, что у вас есть сила на то, чтобы это все подкачивать и возобновлять развитие, проверьте ваше состояние базовых потребностей. Проверьте, как вы себя чувствуете, не задолбались ли вы, потому что если вы правда хотите, то и силы будут. Потому что наше желание двигаться — это самый мощный, в общем-то, мотор для всех свершений и развития. Здесь я подозреваю, что есть, может быть, какое-то еще давление извне, потому что если путь уже начат, и ты в нем остаешься и хочешь оставаться, и понимаешь, что есть какие-то сложности, это означает, что как бы дорожка уже, ты уже опробовал путь, ты уже понял, что тебе здесь что-то удовлетворяет твои потребности, что это подходит под твою реализацию, и когда начинается уже следующая ступень крутизны, которую надо шагать на нее, зашагивать, возможно, здесь еще есть страх компетенции, потому что от начинающего к среднячку или от среднего к профи перейти, это тоже такие моменты, я говорила о вторичных выгодах, когда страшно столкнуться с собственной успешностью, страшно начать зарабатывать на своем любимом деле большие деньги. Я бы посоветовала, наверное, прочекать себя на эти моменты, а не страшно ли мне стать успешным. Типа, что я чувствую, когда представляю, что я зарабатываю 250 миллионов... Ладно, когда я зарабатываю там 250 тысяч в месяц на том, что я люблю, например. Как мне вот эта мысль? Она меня повергает в страх или она меня повергает в трепетание и типа «Вау, как круто». Если это «Вау, как круто», то надо поискать еще причины, почему же есть страх двигаться дальше. Это вопрос уже внутренних, возможно, каких-то конфликтов, и здесь нужно очень индивидуально рассматривать каждую ситуацию. Вот, но мне кажется, есть вероятность, что боязнь компетенции как будто бы есть, потому что за компетенцией стоит власть, ответственность, сила, успешность, подтверждение этому всему, и с этим придется справляться. Вот, и здесь, что бояться неудач — это нормально. Это абсолютно нормальные чувства. Это неудача — это неприятная херня, поэтому никто не хочет с ней сталкиваться. И бояться этого нормально, но отказываться от этого, правда, не очень хорошая идея, потому что тогда получается, что страх превалирует над всеми возможностями, которые могли бы открыться в случае успеха. Или, например, инсайтов в случае опыта, который вы можете получить. Следующая ситуация. Есть момент непонимания, куда двигаться со своим творчеством и двигаться ли вообще. Занимался я им всегда в разных вариациях, начиная с детства. Поддержки от близких и окружения нет, либо она была минимальной. И в силу возраста стали приходить мысли, что профессионально уже не реализоваться, а для себя в стол и для подписчиков уже не творится. Тогда для чего все это? Для меня это звучит как крах смыслов. Ощущение, что вообще наступил такой момент, а для чего я это все делаю, и это такой процесс, который, в принципе, проживает любой человек при достижении определенных успехов или возраста. Чаще при достижении успеха все-таки. То есть, скорее всего, вы достигли какой-то стабильности и думаете, а что дальше? Типа, выходить из этой стабильности рисково и опасно. Плюс при этом всем отваливается, вот, что не было поддержки, отваливается опорность в виде поддержки, которая, скорее всего, очень важна, потому что если человек об этом пишет, скорее всего, это важно. Еще одна штука, которая вытекает из нехватки поддержки, это потеря ориентиров, точнее, непонимание своих ориентиров, потому что когда ты действуешь наперекор всем в своей семье, например, или всем своим друзьям, то есть ощущение, что это ты какой-то неправильный, ты делаешь что-то не так. И тогда получается, что там, вырастая или закрепляясь там во взрослом возрасте, есть ощущение, что все эти ориентиры, которые казались себе, что они ок, они какие-то не такие, потому что они не были одобряемы социумом.
И вот здесь не хватает опорности на себя. На самом деле, чего хочется именно себе. И это штука, которая тоже взращивается в терапии. Когда начинаешь дружить с собой, когда начинаешь общаться с собой на другом языке, на вот этом бережном и очень заботливом, получается, что эта поддержка происходит перманентно. И даже когда близкие могут сказать, что ты занимаешься какой-то херней, ну, типа, что это такое вообще? Что-то там рисунки какие-то, аж несерьезно. В этот момент появляется уверенность в том, чтобы сказать им в глаза: знаете, мне очень нравится, я, кайфую. И люди здесь ничего сказать не смогут, потому что если вы правда ощущаете, насколько вы любите свое дело, и вы скажете об этом вслух, никто даже не подумает потом вас, типа, за это, типа, так это же не серьезно или что-то такое. Потому что вы твердо уверены в том, что это вам нравится, и это уже достаточная причина. Вот. И про возраст еще. Что возраст не определяет вас определяет пластичность мозга и способность адаптироваться. Это когда у нас приходят технологии, типа там Вайбера, Ватсапа, и родителям приходится с ними, типа, начинать в этом всем вариться. И кто-то это принимает и начинает брать это в свою рутину жизненную, а кто-то отрицает, типа, не, я не буду. Так вот, если на протяжении жизни человек постоянно чему-то учился, то ему будет очень легко адаптироваться под любые нововведения. Как у нас сейчас, допустим, нейросети. У нас уже есть категория людей, которые отрицают это все как нововведение, потому что им просто очень сложно с этим смириться, потому что появилась новая реальность. Так вот, возраст реально не определяет здесь в сфере творчества, потому что есть здесь лишь ваши навыки. Возраст никак не влияет на навыки. И если у вас мозг остается в таком живом состоянии, он способен все так же решать определенные задачи и творить. А мы знаем кучу примеров художников, которые занимаются своим делом до самой старости и до смерти. Так что, по-моему, здесь важно только то, насколько вы адаптивны к новой реальности, к своим желаниям. Вот эта картиночка, типа, она как бы очень хорошая, но в реальности, когда опускаются руки, когда очень тяжело бывает даже там сделать, грубо говоря, какой-то мазок или открыть программу, очень сложно представить себя из будущего. Но если получается, представляйте. Потому что тот человек, который у вас в голове, уже с этим совсем справился. И вы как будто бы начинаете понимать, что вы на это способны. Это такой мини-способ, как будто бы немножечко обмануть себя. Так, следующая ситуация. Страх учиться самостоятельно из-за ощущения, что упустишь что-то важное, ощущение, что с фулл-тайм работой и 3 часами после нее на 3D-шку, чтобы еще уделить время здоровью и отдохнуть, крутаном не стать. А еще есть такой момент, что все интересно, все хочется скорее пощупать, и в голове постоянно рой мысли наперед, а с темы страхов, что не осилишь, и ты еще только первые шаги в CG делаешь, так сказать, но уже загоняешься наперед об анатомии, текстуринге и прочем. Одним словом, шиза. Здесь я вижу, что очень хочется ухватиться за все сразу. И когда находишь что-то, что тебя настолько вдохновляет и дает силы жить, типа, когда находишь свое дело, то иногда это бывает получается, если, допустим, параллельно нет фулл-тайм работы, как в этом случае, или, например, фулл-тайм там обучения какого-нибудь, допустим, там универ или что-то, или школа, что угодно. Так вот, ухватиться за все сразу же невозможно. Приходится, правда, выбирать. Невозможно на 100% отдаваться нескольким сферам одновременно. Приходится что-то выбирать, приходится где-то дозировать. И в чем-то, допустим, себе отказывать, но тут очень аккуратно взвешивайте, в чем вы себе отказываете. Поэтому я, когда училась 3D-шке, я тоже училась этому параллельно с основной работой, параллельно со школой. И тогда меня спасало только лишь то, что я этим хотела заниматься, мне было интересно. И, собственно, именно сейчас
Именно поэтому сейчас я делаю такой большой акцент на то, чтобы вы постоянно чекали, на самом ли деле вы этого хотите, на самом ли деле вас это зажигает изнутри, потому что без этого зажига вот в ситуациях, когда есть, допустим, работа или ипотека или еще семья, невозможно по-другому оставаться на плаву, так сказать, оставаться вот в этом потоке развития. Поэтому кушать слона по кусочкам все точно так же. Очень советую разбивать потихонечку, смотреть, что больше откликается. Всегда, когда обычно задаешь себе вопрос, допустим, я хочу делать пропсики. Ну, такой, нет, не очень. А персонажа? Да, хочу. Вот. И вот по таким небольшим ориентирам задавать себе вопросы как можно чаще. Что именно я хочу делать? И вот это поможет немножко определяться. И плюс разбивать по чуть-чуть маленькие задачки себе ставить в пайплайне, в направлениях. Допустим, там хочу полепить стилизованного персонажа, хочу полепить пропсики, что-нибудь такое, хочу сделать ручной ритуал полностью, что-нибудь, какие-нибудь такие задачи. У меня висели первые 3 года пробковые доски, в общем, на стене, я туда клеила, прикалывала стикеры, где писала штуки, которые я бы хотела попробовать. И, в общем, так я понимала, что мне нравится, что не нравится, и все. Поэтому просто пробовать. Это про то, что очень важно оглядываться и благодарить себя, что бы ни случалось, в общем-то, ты становишься сильнее на своем пути, и это тоже очень сильно помогает, когда есть ощущение, что все зря. Нет, ничего не зря абсолютно. Это все ваши усилия. И вот еще очень важная штука, вот это просто одна из моих любимых. Это для всех тревожников и трудоголиков, наверное, что нормально быть предусмотрительным и учитывать разные факторы, но пытаться предусмотреть все невозможно. И поначалу ощущение, что это возможно, как будто бы, если я очень сильно захочу, то я смогу предусмотреть все. Но это не так, к сожалению, к большому сожалению, к моему тоже. Это просто невозможно. Поэтому рой мыслей наперед, страхов, что не осилишь, получается, что хочется предусмотреть вообще все варианты, а еще не бояться при этом пробовать. Бояться пробовать — это нормально. Пробовать, когда страшно, это очень смело, это очень хорошо. И самое главное потом отмечать, а что я почувствовал в этот момент, когда я попробовал. Особенно если потом что-то получилось, например, то это будет отличной мотивацией не бояться потом совершать какие-то еще неопределенные страшные шаги. Следующая ситуация. Хочется устроиться в студию, но вопрос с армией не закрыт. Тратить год не хочется, поэтому суды и все это болото. Стоки после санкций — проблемная тема. Остаются отдельные редкие заказы, стабильности нет, а без нее тяжко. Плюс ко всему родители поносят, на чем свет стоит, терпим. Здесь две очень-очень несовместимые вещи, такие как неподдержка родителей и при этом еще и нестабильность в виде фриланса. Фриланс подходит для тех, кому подходит неопределенность. Когда, допустим, зависишь от родителей, этой неопределенности в принципе нет, потому что родители требуют от тебя чего-то очень конкретного, точнее, неопределенности быть не может. Родители требуют чего-то очень конкретного, получается, что ты не можешь быть источником неопределенности для родителей, и это их триггерит, еще и они обесценивают, и, не поддерживают как минимум, и даже осуждают. И это очень тяжелый вариант, чтобы уживаться с этим всем, говорю, как проживший это человек. Но если действительно очень хочется всем этим заниматься, я бы посоветовала, может быть, найти... здесь, получается, вопрос с армией перекрывает вопрос с устройством на работу. И это правда, в этом ключе здесь проблема, которая очень сильно мешает. Я бы здесь, может быть, порекомендовала либо находить какие-то обходные пути для стоков, потому что они есть, либо, допустим, открывать свой какой-то магазинчик в РФ, например. Это типа то, как обходить проблемные темы, имеется в виду.
Остаются отдельные редкие заказы. Может быть, допустим, заняться тем, чтобы расширить свой пул заказчиков, какие-то новые платформы, может быть, попредлагать куда-то свои руки. Вот. Либо еще один вариант — поговорить с родителями, объяснить свои чувства, что мне очень неприятно и тяжело. В общем, рассказать именно о своих чувствах, потому что так они велик шанс, что включатся. Вам придется предъявиться своей уязвимостью для родителей, что вообще-то, знаете, вообще-то мне больно. И это очень непросто, но это имеет очень большой шанс на успех, потому что все-таки эмпатичность часто включается, особенно к детям, к своим. Вот. И, допустим, еще формирование подушки с помощью этих заказов, например, поможет показать родителям, что есть вот такая вот стабильность. У меня, есть такой запасной план, если что, могу себя содержать. Поэтому давайте-ка вы угомонитесь уже со своими осуждениями. У меня все решится, и будет вот так. В любом случае приходится принимать какие-то действия, там, копить, например, или разговаривать с родителями, но по-другому вопросы не решаются. Хотя я даже здесь, знаете, не уверена, что человек бы хотел решения своей проблемы. Есть ощущение, что просто хочется... Мне хочется здесь посочувствовать, потому что ситуация, правда, тяжелая. С армией ебатня — это отвратительная, очень неприятный процесс, неприятная вещь, а наши санкции тоже неприятная вещь, и при этом еще не поддержка от родителей. Я, правда, здесь включаюсь сочувствием, и хочется просто похлопать по плечу и сказать: блин, чувак, господи, держись. Я очень, очень желаю тебе, чтобы все это поскорее закончилось в твою пользу. Вот. Следующая ситуация. Страх чистого листа. Прошел небольшой курс, знаний хватает, чтобы сделать что-то самостоятельно. К примеру, какую-нибудь технику в блендере, сел за комп, открыл прогу, и тут сразу находятся дела поважнее. Проблема с мотивацией. Казалось бы, отличная мотивация свалить с завода, заниматься интересным делом. Можно в офисе или из дома работать, но придя после очередной смены, такого: все, я устал, и тупишь на диване перед телеком. Я думаю, что в этом случае реально вполне, очень даже вероятно, реально усталость. Потому что работа на заводе — это очень непростая штука, и после нее нормально уставать и приходить, и не мочь чем-либо еще заниматься. Что здесь, может быть, поможет? Понять, чего и вправду хочется, чем именно конкретно заниматься, и что мешает этим заниматься, кроме усталости. Есть ли какие-то еще факторы, которые стопорят этот процесс? Потому что если это усталость, то получается, что решение только как бы в работе, что ее слишком много, например. То же самое подкопление подушки, взятие меньше количества смен, тем самым больше будешь отдыхать и больше будет сил на то, чтобы заниматься. Но, допустим, если ушел, допустим, стал меньше работать, больше отдыхать, но при этом остается вот эта прокрастинация, находятся дела поважнее, то здесь все-таки получается, что что-то мешает заниматься еще. Вот, нужно посмотреть, есть ли вторичные выгоды в том, чтобы не остановиться. Я бы сказала, например, вот свалить с завода и заниматься интересным делом. Вот здесь очень хороший акцент, мне кажется. Может быть, это отражение видения ситуации в том плане, что все работают на заводе как обычные, люди, просто работают, и никто никуда не рыпается, а ты такой, думаешь: ага, а я, значит, 3D-шкой тут занимаюсь, да, какой-то вот новомодный, какие-то полигоны ворочаю, это ж прикольно, еще и зарабатывать можно. И здесь есть, может быть, страх ведра с крабами, когда, знаете, один краб, если начинает вылезать из ведра, остальные начинают его цапать и вниз тянуть. Может быть, это есть страх оценки как раз-таки вот этого своего действия, что, может, начнут осуждать, что, куда ты полез, да чё ты, что ты там забыл, ничего не получится, потому что людям очень сложно видеть, когда у кого-то рядом с ними что-то получается, потому что у них, скорее всего, не получалось. И они смирились с тем, что не получается. И не хотят вылезать из этой реальности.
Если же, например, люди вокруг поддерживают, то вопрос уже получается в другом. Тогда вопрос именно в каких-то уже внутренних конфликтах. И в этом случае необходимо брать ответственность за собственное развитие на себя. То есть здесь либо лень, либо дисциплина, либо сожаление потом о том, что ничего не получается. Но, опять же, вернусь снова к базовой потребности и к отдыху. И вот эта штучка очень сильно, на мой взгляд, важна для всех, вообще для всех, особенно для тех, кто очень сильно устал, а по-другому с этим никак особо и не справиться. Нужно, правда, очень сильно отдохнуть, чтобы были силы заниматься чем-то еще. Потому что даже на любимое дело не будет сил, если вы устали просто очень сильно. Далее снова популярная штука. Поддержу лайком, кто выше писал про то, как начать в 3D. С чего зайти, как начать, побороть страхи, ибо свалив 31 в 3D не обкекаться страшно, как не остаться за бортом, как быстро выйти можно на заработок хотя бы в 30к. Здесь все то же самое, я в самом начале про это рассказывала, про то, что кардинальная смена работы в любом случае влечет за собой очень серьезные какие-то шаги, тревогу, неопределенность. Поэтому ваша задача здесь обезопасить себя в первую очередь финансово, например, подушкой. Во-вторых, морально посмотреть как можно больше информации о сфере, о том, как тут все устроено, пообщаться, допустим, с людьми, попросить каких-то советов. Это про то, что как побороть страхи. Как начать, с чего зайти. Начинаете вы просто с обучения, вы находите подходящую форму обучения, например, платную или бесплатную. Если бесплатную, то вы находите на Ютубе подходящего лектора, например, и заколупываетесь туда. Вот. Страшно обкекаться — это нормально. Везде будет страшно при смене любой деятельности. Вот как быстро можно выйти на заработок хотя бы 30к, это такое как бы решение, которое здесь вам, как взрослому человеку, нужно находить, потому что, например, человек обучается на менеджера по продажам, и как ему быстро выйти на заработок 30к? Он начинает выполнять свою работу, потом лучше и лучше, набивает руку, набирается скилла, и таким образом он получает повышение или большую зарплату на другой работе. То есть работать свою работу. Если необходимо, искать еще несколько подработок, например. Потому что поначалу заказы могут быть нестабильными. Ну и финансовая подушка. Тоже совет. Далее, интересная штучка. Так, в какой-то момент исчезла проблема творческого выгорания и так далее, но появилась проблема выгорания здоровья, необходимости ограничивать себя во времени работы, имея при этом бесконечное желание ебошить. Вопрос, как постоянно учиться, оставаться плодотворным в 3D и не умереть от этого к 30. Просто придется заниматься спортом и проверять свой организм, в общем-то. Других вариантов здесь просто нет. Это как бы мы платим цену за любовь к своему делу, получается, потому что наша оболочка, которая выполняет функции биомассы, в общем-то, для того, чтобы работать, она тоже требует заботы. И здесь приходится, как взрослому, брать на себя ответственность еще и следить за здоровьем. И, если хочешь херачить, то придется херачить еще и где-то на улице или в спортзале или в каком-нибудь любимом виде спорта активном. Ну и ходить еще проверять здоровье тоже. Это очень важно, потому что организм при сидячем образе жизни сыпется. Это давно известный факт. Умереть к 30, конечно, вряд ли, но жить будет точно сложнее, чем если ничем не заниматься при этом. Следующая ситуация. Мне бы хотелось узнать, как лучше распланировать свое время во время проекта. Бывает, что начинаю делать, и кажется, что все так медленно и постоянно отвлекаюсь на приготовить покушать, то вдруг уборка не вовремя, то еще какие-то мелкие дела. И потом садишься за комп снова, а сосредоточиться не можешь. А потом из-за всего этого руки опускаются, что ты такой медленный, а все остальные шустрые могут в режиме многозадачности работать. Так вот, самое первое. Это нормально, если тебе нужно больше времени на что-либо, чтобы успокоить, стабилизироваться, чем другим, или, в принципе, чтобы выполнять любую задачу, любую работу. Это ненормально, если ты не знаешь, как можешь себя успокоить, не пытаешься этого сделать. Это также про эмоциональный интеллект.
и вообще навык регуляции эмоциональной. В принципе, знать, как ты можешь помочь себе, это очень важно. И, допустим, знать, как можно себя дисциплинировать, то же самое. А ощущение, что другие продуктивные, мы не замечаем и не знаем, какая рутина есть у других. У всех разные условия. Это очень важные штуки, которые нужно понимать и брать во внимание. Типа ощущение, что это только там у себя что-то как-то все медленно и куча стольких дел, и отвлекаешься. На самом деле ведь у всех жизнь. Ну, если там только нет служанок или обслуживающего персонала, не знаю. По поводу концентрации. Очень может помочь работа по таймеру. Есть такой сайт Pomodoro. Там вы можете выставить любой промежуток времени. Допустим, 20 минут работаете, 5 минут перерыв. И он будет автоматически срабатывать по таймеру. То есть все, 20 минут вы работаете, ни на что не отвлекаетесь. Все, телефон, все уведомления, все отключены. Ни на что не отвлекайтесь, потом у вас 5 минут, вы резко все сделали, потом снова 20 минут работаете. Вот, там можно настраивать кучу всяких режимов. Я работала по помидорке, наверное, месяц. Мне понравилось, но я поняла, что мне эта штука уже не особо нужна, потому что внутренний какой-то таймер уже выработался, и я знаю, когда там я могу сесть эффективно. Сейчас мне просто, не знаю. Короче, помидорка хорошая, вот. Это очень хороший ресурс. Далее. Каждый раз, когда заканчиваю модель, включая текстуры, UV, рендер и другое мракобесие, у меня появляется навязчивая мысль, что за это время я забыла, как скульптить, и иногда страшно браться за новую модель. Иногда бывают дни, когда совсем не получается ничего путного, сколько бы ни старалась. Тогда опускаются руки, начинаешь думать, как я буду работать в компании с таким чудесным процессом. Людям не скажешь, ой, у меня что вдохновение, не отдавайте без меня. Очень страшно подставлять людей, поэтому не решаюсь никуда отправлять резюме. Синдром самозванца тоже присутствует, при том, что я не работаю в индустрии, но я все равно априори считаю, что буду хуже всех, и мне, вероятно, там не место. Короче, тянет вниз неуверенность и страх неизвестности. Было бы круто послушать, как вы решились на первый заказ на новую работу. Во-первых, у меня вопрос. Это вообще имеет ли отношение к реальности? На самом ли деле, возможно ли такое, что ты будешь хуже всех там? Ну, правда. Типа, невозможно быть настолько одногранным, что ты просто хуже всех там, и все. Это просто невозможно. Это очень похоже на какое-то нереалистичное прогнозирование не в свою сторону, с которым очень сложно как-то тягаться, потому что оно нереалистичное как раз-таки, как бы как биться с тем, чего не существует. Вот. Я думаю, что здесь очень хорошо подойдет, допустим, упор на выяснение, кто же это такой внутри тебе говорит все эти неприятные вещи, и потом выгонение этого говна нахуй, короче, из своего сознания. Но это тоже в смысле работы в терапии. Представь, что тебе эту проблему рассказал очень близкий друг, и что ты об этом подумаешь. Я вот читаю сообщения, я не близкий друг, но я точно думаю, что наверняка ты к себе очень сильно, ты себя обесцениваешь, очень строго относишься, ты глобализируешь свои какие-то, допустим, стороны такие, которые не факт, что вообще на самом деле реально, типа, пока ты делаешь техническую часть, забываешь, как скульптить. Я уверена, что ты возвращаешься к скульпту, и у тебя точно получается скульптить. Просто, хочется это все демонизировать. Вот. То, что опускаются руки и не получается абсолютно всегда, это тоже абсолютно нормально. И нормально переживать из-за этого. Главное просто не переставать потом пытаться. То есть невозможно, это опять про эффективность на 100%. Это невозможно, потому что не роботы. А страх потерять навык, он, в принципе, иррационален, потому что ты, не знаю, не уходишь в запой на 5 лет, ты не бросаешь это дело на очень долговременный срок. Поэтому я думаю, что это действительно невозможно потерять навык, пока ты занимаешься чем-то очень смежным, тем более, то есть, просто скульптинг. В общем, я думаю, что это очень иррациональный страх, который диктуется какой-то внутренней
установкой про то, что там, типа, у меня ничего не получается и не получится, и вообще какой кошмар. Вот, это все тоже почва для терапии, потому что по-другому я даже не знаю, что посоветовать здесь, кроме как разбираться с тем, кто это такой, типа, внутри наводит суету. Невозможно всегда быть эффективным, сказала. Так, это нормально, что, в общем-то, то есть в компаниях, на работе будут новые условия, в которых ты никогда не была, но ты прогнозируешь их уже не в свою сторону. А еще берешь ответственность на себя за компанию, про то, что там им будет неудобно с тобой работать, а ведь все остальные работают идеально, как будто бы. А при этом достаточно ли будет просто справиться со своей работой? Не обязательно идеально, типа у всех бывают какие-то разные периоды, и люди в компаниях работают точно такие же не роботы. И я уверена в том, что просто справляться со своей работой будет абсолютно более чем достаточно и хорошо, и полезно. Вот. И это нисколько не будет влиять на там, твой статус как специалиста. Вот, про это сказала, да, что очень необходимо как будто бы хвалить себя как можно больше за свои успехи. Представляешь, типа ты делаешь полный пайплайн, и в это время вместо того, чтобы хитрюга ложь такая, вместо того, чтобы похвалить себя за законченную модель, сразу же переключаешься в то, что, блин, я, наверное, забыла скульптить. Вот, то есть смещение фокуса с собственной ценности на какие-то возможные проблемы потом. Вот. Я как будто бы немножко звучу со стороны обесценивания, вношу ясность, я совершенно не хочу этого делать, абсолютно. Я про то, что ты хитрюшка, типа как можно быстрее, хочется как можно быстрее найти причину, чтобы там в себе посомневаться, например, когда очень хочется вот, типа, вот так вот взять за плечи, типа, растрясти, посмотри, сколько всего ты делаешь, посмотри, как круто, как здорово, сколько всего, а сколько ты потратила время на то, чтобы этому научиться. Я уверена, что ты компетентный специалист. И про синдром самозванца, кстати, реально, им не болеют некомпетентные, так что... Так, история про то, как я решилась на первый заказ. Мне было адски страшно. Это была моделька под печать в 2018 году. Как-то случайно меня ВКонтакте нашел заказчик и спросил, смогу ли я сделать эльфийку такую, типа, с посохом. И я такая... На тот момент я занималась 3D-хой, прям вот чтобы усердно, от силы месяца 3, наверное. И там я реально очень боялась обосраться, но при этом мне очень хотелось попробовать, типа, тем более мне предложили даже деньги за эту работу. И он мне спросил, а сколько, типа, вы за это запросите? И я думаю, я потрачу вот столько-то часов, тогда бы у меня ушел месяц. Я посчитала там свою минимальную ставку, какую-то, и, в общем, сказала ему там 12 тысяч рублей. И я думаю, все, сейчас он от меня откажется, скажет, ты охренела, типа, куда вообще с твоим скиллом? А он возьми, да и сказал, хорошо. И у меня пошатнулось вообще все. Я бы не сказала, что я тогда начала как-то по-другому мыслить. Нет, просто было очень страшно, было очень много сомнений в собственных силах, было много слез, что я боялась подвести заказчика, разочароваться в себе. Вот. Но в итоге получилось, потому что у меня были уже какие-то маломальские умения, хотя бы скульптинга, и я никогда не делала модели под печать, и просто сидела на ютубе, смотрела стримы и обучалки какие-то, искала, как это сделать, как подготовить модель под печать, как сделать эти ключи, типа пазы, вот, и все сделала, и все получилось. Сейчас, когда я переоткрыла модель, то недавно я охренела от того, как она неграмотно сделана для печати, типа вся в дырках, там, в общем, не очень. Но, блин, сделала, очень сильно старалась, очень сильно переживала, и получилось. Вот и все. Но страха было капец много. Далее.
Иногда появляются нервы из-за мысли по типу: вон 16-летний пацан уже какой крутой хардсерф сделает, а я в 28 все никак не создам нормальную работу для станции. Прохожу курс, параллельно стараюсь изучать самостоятельно Zebra, Blender, Substance Painter, но из-за работы 5/2 перед монитором получается, когда как, то 1-2 часа, то 3-4. Но ведь домашние дела еще есть и семья. Тут я хочу сказать, что, опять же, невозможно успевать все на 100%. И про семью и время — это всегда дилемма, ответственность за выбор будет лежать лишь на вас самих. Как и моя ответственность выбирать, во что тратить, вкладывать свое время, лежит на мне. И когда-то я провожу время с семьей или там, допустим, с семьей, с друзьями, с кем-то еще, или там просто провожу время в каком-то досуге, я понимаю, что я делаю это в ущерб каким-то своим развивательным процессам. Либо я развиваюсь в ущерб там семье. Да, я это понимаю, и я здесь беру на себя за это ответственность. И как будто бы все, и как будто бы вопрос закрыт. Типа, да, я выбираю что-то одно, и значит, что-то второе страдает. Я это осознаю, принимаю и готова к последствиям. И вот все, вот я больше ничего не могу посоветовать, кроме вот этой вот цепочки мыслей. Это было у меня в личке, и вот я ответила, что про 18-летних будет всегда триггерить. Почему-то нас не триггерят люди старше себя успешные, хотя нас различает лишь вложенное время в обучение, а не прожитое. Это очень хорошее такое размышление для всех. Лишь недавно меня перестали триггерить молодые специалисты. Мне тоже казалось, что, типа, все пиздец, там, я в свои 26, типа, что там, люди в 16 лет уже херачат, что мне тут вообще делать? Вот, но на самом деле ведь реально только вложенное время нас различает, а не какой-то возраст. Так что ни хрена тут не спишешь на возраст. Вот. И это печально иногда. Вот дальше. Это продолжается, тот же самый человек писал. Продолжается сообщение от него. Стоит ли стараться развиваться в ассетах для Unity или изучать персонажку, потому что именно это мне нравится. Но на это нужно еще больше времени, которого на данный момент нет. И я ответила тогда, что по поводу ассетов лучше сразу делать то, что вам нравится. Да, персонажка труднее, но хочется ли вам делать пропсы? А персонажа? И ответ внутри вам всегда будет подсказывать, что на самом деле вам хочется. И здесь очень хорошая уточняющая вещь, что заниматься ассетами на стоке ради заработка, когда нравится персонажка, эта идея не очень долговременная, по крайней мере. А вот если вы хотите просто набить руку на пайплайне, то это нормально. Это хорошая затея. Вы просто набьете руку и потом перейдете в персонажку. Важно понимать цели, с которыми вы заходите, допустим, на стоке. Сейчас это не очень актуально, но что поделать. Далее. Это другой человек пишет. Я из тех людей, которые не уверены в себе. Я постоянно строю планы, пишу списки, стараюсь строго им соответствовать. Но порой, не знаю, почему так выходит, получается так, что я либо мало стараюсь, либо боюсь обосраться. Поэтому учусь не так активно, как могла бы. Страх ошибаться абсолютно нормален, но, опять же, это не причина отказываться от возможностей. Но как бы признавать, что да, мне сейчас страшно. Я собираюсь сделать что-то, что никогда, не делала нахрен, и я испытываю по этому поводу тревогу. Но когда я это сделаю, скорее всего, тревога отступит, потому что неизвестности уже не будет. Возможно, какой-то такой внутренний диалог сможет помочь успокоиться с этим. Я вижу еще здесь, что здесь очень как бы такой строгий, хочется себя законтролировать по полной. И есть ощущение, что в этом очень много напряжения, как бы, а как возможно находиться в творческом потоке и творить, когда ты в напряжении находишься. Это тяжело выносить. По поводу советов я там отвечала, что раздробить большой план на маленькие, точно так же со слоном. Там будет еще кусочек сообщения. Вот этот. Что сейчас условно есть цель освоить персонажку, звучит громоздко и страшно. Для себя я разбила персонажку на этапы, собственно, тоже пайплайн, только изучаю частями. Все правильно, дробление большого плана на маленькие. И, казалось бы, там, если, допустим, еще какой-то участок кажется очень большим, то и его тоже дробите, типа, ничего страшного абсолютно. Сделайте 1 000 000 подпунктов, да, чего, господи, такого. Больше галочек будет потом приятных. Очень бы посоветовала разгружать себя, если вы чувствуете перегруз, что вы себя пытаетесь контролировать в каких-то вещах, которые хотелось бы делать с большей легкостью и простотой, скорее всего, вы очень сильно на себя давите и наседаете.
Классификация дел в списках — это от очень важных, точнее, от необходимых, очень важных, средней важности, делегируемые, что-то такое. В общем, эта классификация тоже помогает вам немножко отстать от себя. Вот, да, и про напряжение в творчестве, что очень сложно находиться в таком потоковом состоянии и творить, когда много напряжения. Еще один кусочек. Выползают постоянные сомнения. Я уволилась с работы, работала в саппортом больше года и 4 месяца в отделе продаж. Поняла, что не мое. Всегда хотела что-то творить, что ли, ну и ушла. А теперь мучают вопросы. Как я пойму, что готова попробовать найти хоть какую-то работу в студии или хоть какой-то заказ? Сколько времени понадобится, чтобы изучить все это и понять, что время пришло? Или я до китайской Пасхи буду учиться и так и не приду ни к чему. Страшно. Порой даже лапки опускаются. Так, здесь я отвечала девушке, что затыкание критика, который очень похоже, что сильно властен сейчас, и у него очень много пространства, чтобы, надоедать в реальной жизни, его очень важно затыкать и давать ему как можно меньше контроля. В этом помогает либо терапия, либо дружба с собой, похвала себя, но все это процессы, которые приходят очень хорошо в терапии. Самостоятельно хвалить себя — это не обязательно нужна для этого терапия. В общем, это все взращивание самоценности точно так же поможет понять, когда же станешь готова, что ты наверняка к чему-то придешь. Страшно не прийти, если ты стоишь на месте, в общем-то. Если ты делаешь шаги, то ты абсолютно точно доходишь до чего-то. Это невозможно, просто невозможно. Еще я думаю, что здесь как будто бы бесконечная гонка, как будто бы сколько бы времени ни понадобилось, всегда будет казаться, что можно быть еще круче, еще компетентнее, и что вот никогда не наступит тот самый порог, что типа все, я достойна там работы, или я достойна компетенции или чего-то такого. Это очень сложно, поэтому тоже для себя какие-то маленькие этапы, допустим, там разбила для себя изучение персонажа. Допустим, первое — это анатомия. Допустим, базовый курс анатомии сделала. Заебись, я молодец, боже мой. Пойду отмечу и поздравлю себя еще очень-очень-очень сильно. Это важно прививать прямо вот в привычку сделать себе. И сделать это нормой для себя. Что еще очень важно сделать нормой? Я потихонечку подхожу к завершению. Это было последнее сообщение. И там остается чуть-чуть маленькая часть. Очень важно хвалить себя за любой отрезок времени, если вы посидели в 3D. Если вы склонны обесценивать свой прогресс, то посидели 20 минут, я молодец. Я сегодня так устал, но я открыл программу и сделал для себя эти 20 минут. Вот я вложил в себя сегодня 20 минут. Это больше, чем 0. 5 минут — это больше, чем 0. Все больше, чем 0. Но чаще всего, если вы откроете и начнете сидеть 20 минут, то вы немножечко раскачаетесь и дойдете там уже до часика или что-то такое. Мы обесцениваем свою ежедневную рутину и нагрузку от них, потому что мы привыкли к тому, чтобы каждый день очень много дел, очень много информации, вот этот бесконечный поток, который наш мозг обрабатывает ежедневно, гигабайт информации, это ж просто капец, как напрягает на самом деле. Поэтому здесь информационная гигиена — это тоже такая сфера, в которую я бы дала совет посмотреть всем тревожникам, потому что сил у нас просто не останется на какие-то свои дела. Привить одобрение себя, про это я уже сказала, и что чаще всего мы вредим себе сами куда больше, чем другие. Потому что к себе можно быть наиболее жестоким, к сожалению, и это тоже тема для терапии, для каждого, кто испытывает у себя с этим проблемы. Это не норм, если вы с собой не бережны. Итак, нормально переживать при столкновении с проблемой и ненормально фантазировать о возможных проблемах, доводя себя до трясучки. То есть гиперболизация или накручивание чего-то невозможного и застревание в этих процессах только лишь вот в обработке вот этих возможностей, это не есть полезно для нашего мозга. Но если вы столкнулись с проблемой,
и вот она есть, и вы переживаете, это абсолютно нормально. И, в общем, ничего такого нет. И, в общем-то, сказать себе в этот момент, что, блин, да, у меня вот тут произошло, я очень переживаю, но, блин, я сделаю все для того, чтобы справиться, для того, чтобы поддержать себя в этом процессе. Потому что мне очень важно мое состояние, я не хочу, чтобы оно страдало из-за каких-то трудностей. Я справлюсь со всем. Это про такие диалоги, которые взращивают самоценность и помогают вам справляться со всем, чем угодно, в принципе. Вот. Мы закончили, значит, с темой менталочки. И сейчас я хочу перейти к последней части. Что я вкладываю в то, собственно, как стать художником по персонажам. Я составила вот такую небольшую схему, какие составляющие я вижу в том, чтобы стать персонажником. Давайте вот так, побольше. Итак, это состоит из 4 очень больших сфер. Это про то, как можно измерять себя как профессионала. Как понять, что я, хороший персонажник. Первое — это анатомия, базовое знание анатомии, знание пропорций, скелета, инженерии мускул, всякие видосики, про которые я вам говорила, про то, что можно смотреть, как там работает тело человека, это тоже все очень полезно. Сюда же входит очень большая практика. Не обязательно знать досконально название мышцы, коршей и прочее. Вам вполне хватит знаний, как мышцы влияют на форму тела, на ее силуэт, какой формы они бывают, чем отличается мужское и женское, и какие-то вот такие вещи. Очень посоветую, если кто еще не знает, анатомия для скульпторов. Забыла фамилию, как правильно произносится. Но если вы загуглите, вам сразу же выйдет как минимум страничка на ArtStation, и у них есть охерительная книжка, которая должна стать вашей библией, если вы персонажник. Вот, это первая такая очень штука, которую можно зазубрить, но также здесь очень важно понимание форм, привить себе понимание форм, все это прививается через практику в том числе. Следующая составляющая — это дизайн. Это вещи, которые мы можем добывать из любого рода информации, про то, как я говорила, смотреть кино, например, то же самое, или какие-то разные ролики. Все свои знания по дизайну я добыла из лекций о 2D. Допустим, есть основа композиции, если вы в YouTube забьете, там будет, она самая первая вылезет. Охренительная лекция, моя любимая, на 50 минут. Она очень много показывает по кадру, по композиции, по тому, как все укладывать. Очень классный материал. Значит, у нас здесь есть составляющие композиции, понимание малого, среднего, большого, понимание золотого сечения, ритмика, работа с силуэтом, работа с флоу, это тоже направление, и формы, форм, балдеж, зона отдыха, зона напряжения и умение работать со светом, с акцентами, с кадром, с пространством, с визуальным языком. Все это можно искать дополнительно, гуглить, все вот эти понятия, они вам очень плотненько все целиком дадут понимание дизайна как такового. Для персонажа именно, я имею в виду. Это какой-то такой базовый минимум, я бы сказала. Это не полная штука. Далее. Простые технические навыки, простые в смысле просто технические навыки, в отличие от артовых каких-то, анатомии я все-таки больше отношу к артовой части. Скульптинг, моделирование, то, с чего начинается любая модель, топология, знание правил построения сетки для игровой модели, например, UV бейкинг, работа с разверткой и запекание хай-поли на лоу-поле, то есть оптимизация модели, текстурирование, покраска модели, все понятно. Рикскин анимация — это дополнительная штука, которая нам не всегда как персонажникам нужна. Но иногда бывает, что там для постановки в позу, допустим, это подходит, либо для создания каких-то там небольших роликов вам понадобится это все. Анимация не обязательно персонажная, это бывает ключевая анимация, какая-нибудь очень простая, перемещение предметов, всякое такое, это просто тоже техническая штука. И последняя составляющая — это софт-скиллы. Я считаю, что у любого художника, да и вообще человека, любого специалиста они должны быть. Это то, как вы будете работать в команде, то, как вы будете взаимодействовать
с начальством или с другими людьми. И, в общем-то, это все критически важно. Вежливость, адекватность, эмоциональный интеллект — это вообще минимальный набор того, что было бы очень круто развивать в себе и следить за этим на любой работе, потому что гондоны и придурки никому не нужны, и, в общем-то, сейчас уже не модно быть дебилом. Осуждаю сама себя. Ладно. Есть у меня маленькое дополнение про эмоциональный интеллект. Я хотела рассказать о нем еще на первом стриме Ultimarta, но мы там не успели. Что такое эмоциональный интеллект вообще? Что в него входит? Это осознание своих эмоций и чувств, проживание и не подавление агрессии, учиться слышать других людей и их чувства. То есть ставить еще себя, может быть, на их место. В общем-то, в основном это осознание того, что вы чувствуете. Это и есть эмоциональный интеллект. А еще считывать, что чувствуют другие люди. Не через проекции, не через додумывание, а именно про считывание. Здесь есть... Давайте вот эту штуку разберем. Основные показатели эмоционального интеллекта: самоосознанность, мотивация, социальные навыки общения, эмпатия, управление своими эмоциями. Это вот прямо... Я бы прям вот сюда запихнула. Это очень крутая штука, которая помогает нам, в принципе, развиваться как личности, не только быть классным спецом, профиком, а вообще понимать, кто я, что я хочу, что я могу принести в этот мир или этой команде, если мы говорим про конкретику, почему я хочу это делать, какими инструментами я могу этого достичь, и что я могу при этом дать другим людям, и как я могу им, допустим, помочь, или как они могут помочь мне. Все это включает в себя эмоциональный интеллект. Здесь есть еще тоже осознание эмоций, применение, понимание и управление. Это уже такая сложненькая штучка, которую, если вам интересно, можно будет посмотреть, потом, если что, погуглить. Но все это очень-очень понятная схема, что же такое эмоциональный интеллект и почему он так важен. Почему это все входит в нас как в понятие специалиста. Потому что это все переплетено, и, собственно, вы не можете, допустим, быть специалистом без социальной ответственности или без оценки действительности, потому что вы не можете адекватно дать оценку какому-либо процессу, например. А без удовлетворенности жизнью вы тоже, в принципе, как бы будете, скорее всего, подальше от профессионала, потому что откуда вы будете черпать ресурс? Есть, конечно, такие машины, которые херачат без отдыха, и им норм, но сами знаем, что потом происходит. В общем, очень классная, подробная табличка про эмоциональный интеллект тоже. И получается, что на этом я готова заканчивать. Почти 2,5 часа у меня вышло. Ни о чем не жалею. Это видео зрело год. Я очень надеюсь, что кому-то станет немножечко полегче, кто-то услышит что-то очень близкое к себе, и это откликнется. И я очень надеюсь, что хотя бы чуть-чуть вы станете чувствовать себя легче, комфортнее, безопаснее в чем-то. Вы найдете силы принять какие-то решения или, наоборот, не делать чего-то. Вы, наконец-то, сможете понять, за что вы хотите брать ответственность, и возьмете ее. Вот. Я топлю и желаю всем вам быть себе лучшими друзьями и заниматься тем, что вы искренне любите. Штука про то, что найди дело, которое любишь, и не придется работать ни один день, не совсем согласна, потому что все равно любая работа — это труд систематический, и тем более к ней нужно прийти через обучение, через совершенствование себя как специалиста. Очень хочу чихнуть, хочу подтвердить сказанное. Желаю вам всем как можно меньше эмоциональных тяжб с самими себя без самими, с самими себями.
И надеюсь, что это видео очень хорошо переведется автоматическими субтитрами на английский, потому что, собственно, переводить я его, конечно, не буду. Очень уж много всякой информации. Я хочу все-таки изъясняться максимально комфортно, в комфортной для себя форме. Вот. Я буду рада вашему фидбэку. Если у вас... Если вы найдете для себя что-то близкое или что-то вам откликнется, обязательно пишите или пишите свои истории. В общем, пишите любые комментарии. Все, что захочется. Вот. Я буду ждать. Так, второй зрительный контакт. Я прощаюсь, наверное, до следующего видео. Посмотрю, как все пройдет с этим. Ну все, ладно. До встречи. Всем хорошего времяпрепровождения и творчества. Пока!